Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Наш традиционный понедельничный эфир теперь во вторник. Да, мы в прямом эфире, 21 час. Алексей Арестович на связи. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо за то, что смотрите, подписывайтесь, обсуждаете, за то, что комментируете происходящее, оценивайте и, конечно, не забывайте ставить лайк. Это касается и канала Алексея Арестовича, и канала Александра Шелеста, которые подсанкционные. Чтобы их смотреть, нужно или VPN пользоваться, или поменять страну в настройках. Я думаю, что вы это сделали, и поговорим со своими знакомыми друзьями, сделает еще больше. Вы не договариваете третий вариант. Или поменять страну в реальности. Ну, знаете, страну будем менять в реальности сегодня по итогам нашего сегодняшнего разговора, потому что на самом деле вот два еще пункта предварительных ласк нашего прямого эфира, и пойдем, как это, жестко и по делу. Значит, QR-код, который видите возле меня на экране, это возможность задать вопрос. С этих вопросов будем начинать сессию вопросов и ответов, а также клуб зрителей Шелеста, традиционно сообщество YouTube и чат трансляции. QR-код, который видите у Алексея Николаевича, с его стороны, это его школа коммуникации и мышления. Чего-то там. Не, ничего, мышление, подождите, чего-то там. Чего-то здесь, да, мышление. В общем, переходите, интересуйтесь лекциями, семинарами. Вроде как все, да? Слушайте, Алексей Николаевич, я вот прям сразу с этого хочу и начать, потому что опрос нашего сегодняшнего эфира, он, собственно, об этом. И я вот долго думал, сегодня на самом деле есть о чем поговорить. Есть свежее заявление Трампа о том, что войну в Украине сложнее завершить, чем на Ближнем Востоке. Есть вот эти томагавканье, есть ужасы ТЦК. Мы обо всем поговорим, как всегда. И, конечно, линию фронта вспомним, и ложь, которая льется, и военные эксперты украинские просто у них слетает, как бы катушки слетают. Какая ложь. Но потому что это сегодня, потому что в прямом эфире не могу не начать. Опрос сегодняшнего эфира. Какая наибольшая крамола в интервью Арестовича Собчак? Варианты ответов. Отдать 4 области и Крым. Украина это село. Возложение цветов русскому солдату. Или 12-15 пар обуви. Голосуйте. Самую большую крамолу, на ваш взгляд, уважаемые друзья, назовем в конце. Алексей Николаевич, как бы вы ответили на этот вопрос? Зонтик нам неумело прикрывал Ксению Анатольевну. Ну, то есть, самая большая крамола это то, что не сразу Да, сориентировались. дама мокла, да, надо было как-то прикрыть. Но, с другой стороны, там операторы постоянно просили не закрывать, поэтому уже пришлось или джентльменом, или чтобы ракурс был. Поскольку это жанр интервью, съемки, мы мужественно решили, что лучше ракурс, чем джентльмен. Вы довольны результатом? Не. Объясните, почему. Ну, потому что пригласить на 3 часа Арестовича и разговаривать с ним о том, как он переобулся и ни о чем больше, это, конечно, надо уметь. Ну, представьте себе наши с вами эфиры. Вы делаете вырезки с прежних времен, говорите, смотрите, в 15-м вы говорили это, в 2006-м вы говорили это, в 82-м в садике, мы знаем, вы говорили вот это, а в 1978-м был неописуемый случай в ясельной группе, в которой вы учились, Алексей, и так далее. И я говорю, давайте, может, цивилизационный выбор, принципиальные вопросы коллективной безопасности в Европе, что делать с символическим единством, одновременно существующим с кровавейшей войной и так далее. Вот перечень интересных тем. И это все херня, Алексей. Вы, цитируем, сказали во время состояния на шибке вот эту вот штуку. Ну, если кого-то такой жанр интересует, то не меня. Смотрите, многие отметили. Ну, вообще, конечно, как всегда, да, это обсуждаемая история. Значит, есть несколько версий вообще этого интервью о том, что смотрите, это Арестович пытался продаться в Россию, к себя как кандидата в президенты, но там что-то не срослось, не получилось, отставки и перетурбации в, ну, там, с Козаком, да, это все поменяли. Другие говорят, погодите, сегодня Арестовича
как бы переищут, перерозыск у него, то есть международный розыск объявила Россия сегодня вашу персону. Это, мол, говорит о том, что, ну, жутко все, побили горшки и не понравились друг другу. Другие говорят, что это операция прикрытия, мол, этот международный розыск ничем не угрожает, тем более Арестовичу, и поэтому его очень хорошо прикрывают, а это все ваш план. Ну, условно, записать интервью, потом, скажем так, изменить позицию по поводу сборов на армию. Кстати, сборы на армию есть на канале Алексея Арестовича, закрепленных в чате трансляции. А потом вышло бы это интервью, и вроде как вы для украинцев хороший, и там хороший, и на разнице потенциалов сделали себе политические баллы. Что вы, какая у вас обратная реакция, и что вы скажете по поводу итогов? Давайте по пунктам. Очень многие комментаторы нелестно отзываются о моих умственных способностях. Но давайте всерьез подумаем о умственных способностях людей, которые думают, что продавать себя как кандидата в президенты надо в интервью. Вот что мы можем сказать об умственных способностях этих людей? Мне нечего им предложить, кроме любви и света, потому что, ну, могу их еще всех обнять и пожалеть. Это единственная реакция на умственные способности. Раз. Второе. Значит, это предположение неявно содержит в себе, вернее, эта сентенция содержит в себе неявное предположение, что в Кремле Арестовича не знают. И надо... Знают, Да. подождите. Ну, как вы думаете, если я был голосом в начале кампании 1,5 года? Ну вы же не То знаю, голосом Кремля были, вы же были я был голосом голос, Банковой. ну, я был голосом страны, с которой они воюют. Как вы думаете, заметили или нет? Кроме того, я был участником переговорной группы. Заметили или нет? Кроме того, я был Стамбульской. Кроме того, Нормандской. Кроме того, Минской. Как вы думаете, заметили или нет? Но нет, в Кремле ничего не знали об Арестовиче, а тем более об Арестовиче как кандидате в президенты. И надо было в Лондоне с Собчак зайти в ресторан «Зима», чтобы в Кремле смотрите, есть такой Арестович, он, оказывается, еще кандидат в президент. Надо срочно что-то решать. Бац, международный розыск на следующий день. А до этого, когда меня в всероссийский розыск объявляли, они не знали, они не приходя в сознание меня объявили в розыск, не знаю, что есть такой Арестович. Или как? Это вторая логическая конструкция, которая вызывает мне приступ острой любви к комментаторам. Второе предположение. Смотрите. Ну, какие там вопросы были, вы говорили? Можете перечислить еще раз? Я по пунктам пройду. Ну, просто очень интересно. Хронология. Вы, Хронология. Хронология, вы смотрите. красиво сыграли на записи и времени выхода интервью, как будто все знали. Я ничего не играл. Так Ксения затянула на месяц, да, по неизвестным мне причинам. Кстати, надо было затянуть еще. Она же там в конце плашку разместила, что вот он успел переобуться. Надо было потянуть еще. Но все равно не успела на один день, потому что еще была бы другая плашка. А теперь он объявлен международный розыск. Было бы вообще красиво. Но не получилось. Смотрите. Я испытываю чувство острой жалости и острого сочувствия ко многим, кто переволновался от этого интервью, скажем так. Вот. Но поскольку здесь не о том, что я испытываю, а я как бы к любому эфиру отношусь как к семинару, я хотел бы обратить внимание наших уважаемых зрителей вот на какую интересную штуку. Две параллели. Галантерейщик и кардинал. Трамп 7 месяцев уговаривает Путина помириться. В Анкоридже он предлагает идеальный выход, как говорят, из войны при полной своей поддержке. Сохранение лица, сохранение значительной части взятого на штык, захваченного силой. Там новые проекты, Арктика, Периарктика, особые отношения с Китаем. В общем, он решал такое количество проблем России. Что отвечает Путин? Нам нафиг не надо. После этого Трамп доходит до томагавков и еще, может, до чего-то дойдет. Правильно? Теперь мы смотрим. Некий галантерейщик в интервью некоему кандидату в президенты России предлагает умозрительный эксперимент о том, как можно было бы помирить в этой тяжелейшей ситуации Россию и Украину, выйти из войны.
Давайте смотрим. Символическое единство. Совместный молебен о убиенных. Признание взаимных ошибок. Пересмотр всей системы отношений. Создание системы арбитража. Взаимное уважение к павшим. Восстановление отношений. Правильно? Там что? Нейтральный статус, отсутствие НАТО. Возвращение к Декларации о независимости и Конституции Украины. Значительная часть территорий, которую они хотели, как залог полной перезагрузки отношений. Что они делают? Они на следующий день этому человеку, который проводил умозрительный эксперимент, объявляют его в международный розыск. Вы понимаете, с кем мы имеем дело в их лице? Они невменяшки, реально. Они полные, безоговорочные невменяшки. Именно поэтому дошло до томагавков, именно поэтому дойдет и дальше. Потому что эти люди не понимают мысленных экспериментов, хороших предложений и так далее. Они поломают треск сломленной сапатки и хребта. И только так с ними можно разговаривать. По-другому не получается, к сожалению. Поэтому, как вам деликатно сказать, я, конечно, за мир, и никакие свои слова обратно не забираю, но ни о каких четырех областях уже не идет речи и не может пойти. Речь может идти только об остановке по линии фронта. Где она будет реально, а где она будет, посмотрим. Они еще Донецку не взяли. Второе. Они математически должны понять, что продолжение войны – это бесполезная вещь. Не, я не жду, что они перевоспитаются, я не жду, что они сменят точку зрения. Это нереально с ними совершенно. Ну, просто математически понять, что воевать дальше не выгодно. Вот это цель, к которой мы должны привести Российскую Федерацию. Она по-другому не понимает. Все очень просто. Поэтому кардинал Трамп дает томагавки, а галантерейщик арестуешь, собирает на дрон. Все очень просто. Ну, смотрите, как это? Мы опять сгенерировали текст, который можно было дописать у Собчак на плашке в конце видео, да, и так далее. Что означает международный розыск для Арестовича со стороны Российской Федерации? Да, запросы России никто не выполняет, посылает его нахер, поэтому ничего он не означает. Но сам факт, что человеком рисует вы, даже если бы это был абсолютно неизвестный блогер, не Арестович, вышел какой-то хлопец или девочка и сказали: смотрите, я вижу вот такой выход из войны. Взаимный. Взаимный. Надо учесть эти страшные уроки и сделать так, чтобы это никогда не повторялось. Что нужно сделать с таким человеком? Ну, вот я бы лично сказал: смотрите, есть разумные голоса. Есть разумные голоса, люди, которые предлагают выход от этой страшной кровавой войны между, цитируя их, братскими народами. Что предлагают они? Международный розыск. Алексей Николаевич, то есть косвенно мы можем, Это все равно, слыша... что да, вы меня приглашали бы в интервью, сказали: Алексей, ну, с вами интересно, люди, давайте поговорим, а я в ответ подал на вас в суд, например, за Не, мошенничество. ну можно тоже в ответ стукануть и наведут санкции, например, Ну, да. ну, 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 ну что, ну, то это, есть... вот, это как это понять, простите? Как это вообще с этим соотнестись с такими людьми? Смотрите, тут очень важный момент. То есть косвенно, получается, есть подтверждение, что вы, ну, как бы продавали не себя, а вот идею и свое видение на российскую аудиторию. Смотрите, я ничего не продаю. Вот у людей есть ряд заблуждений. Первое заблуждение, что я хочу быть президентом. И они сладострастно выписывают в комментариях: мы за тебя не проголосуем. Раз. Второе. У них есть заблуждение, что я продаюсь и хочу понравиться в Кремле. И они пишут: наверное, не понравится. И третье, что я пророссийский политик, желающий, что... Как это? Ну да, пророссийский политик, желающий понравиться Путину. Вот пока они так думают, они ничего не поймут. Поэтому мы их с их иллюзиями оставляем отдельно. Они там могут твориться в этих иллюзиях сколько угодно. А мы с вами давайте говорить, как оно есть. Да, я не принимаю понятие «продавал». Я ничего не продавал. И ровно именно это я говорю Собчак во второй, третье интервью. Я говорю: смотрите, она же мне предъявляет те же самые претензии. Вы хотите понравиться, вам надо конкурировать с Медведчуком и так далее, и так далее. Я говорю, что я ничего не продаю. Никаких скрытых подтекстов. Все на стол. Вот есть конкретное предложение.
Нравится — разговариваем. Не нравится — не о чем разговаривать. Давайте я открою вам страшную тайну. Россияне предлагали мне большие деньги. Десятки миллионов долларов, чтобы вы понимали. Я об этом никогда не говорил, но скажу. 2 года назад. И я не взял ни копейки. Вообще не имею с ними дела. Все, я сказал, не будет никаких кулуарных разговоров, все открыто. А россияне это кто? Добрые люди. А предлагали за что? Ну, там за то, чтобы я стал тем, кем меня рисуют. Сейчас пророссийским политикам, который хочет им понравиться. Смотрите, они были поражены. Они были потрясены до глубины души. Они сказали, первый человек с Украины, который не взял ни копейки. Смотрите, ну, конечно, заявление сенсационное, Ну, а, заявление важное. А на что эти деньги? на предвыборном, на вообще Выборов, организацию. подождите, на предвыборную выборов, которых не было. Подождите, тогда, во-первых, никто не... Подождите, 2 года назад десятки миллионов долларов на предвыборку, выборов которых не состоялось и в принципе и до сих пор нет, и края не видно, непонятно где. Вам Что-то... выдали, кому-то из нас выдали справку, на которой написано, золотая печать поставлена, написано, выборов нет и не будет Господь Бог? Вы Нет, не Владимир помните, Зеленский, не вы Господь Бог. не помните риторику того времени. Вовсю шли разговоры уже о выборах. Во-вторых, выборы — это же не дали деньги, чтобы завтра были выборы. Это организация политического движения, пропаганды, партии соответствующие и так далее. Сумма была 26 миллионов, первая, которую мне предложили. И я спросил, что за странная сумма, почему не 25 и не 30? Они говорят, мы как-то там посчитали, вот нужно 26. Я говорю, окей. А, 2 года назад, я так понимаю, вы были в Украине. Нет, это было уже, когда я в эмиграции оказался политической. То есть, Когда я не вернулся в Украину. ага, то есть, когда вы уехали, Да, как там, когда уже публичный разрыв пошел, там подскочили люди с предложением. Упс. смотрите, просто и возникает вопрос, и он возникнет. Я его задаю, потому что и вы о себе начитались в украинских. Я про российские мы сейчас, может, Мгм. поговорим отдельно. Там куча вопросов от зрителей на самом деле. И про Собчак, и про все на свете. Мы, может, оставим, да, вот ну, как бы на закуску, на сладкое. Там кулуарно, вот эти все моменты. Ну, как вы начали с зонтика, да. Мгм. Вопрос очень понятен. А как бы это украинский вопрос. А чем докажете, что вы не взяли деньги? Ничем. Но я могу сказать, что если бы я рассуждал об этом логически со стороны, то само интервью Собчак, где я заявляю такие вещи, которые вообще обнуляют мои шансы в Украине, это верное доказательство, что я денег этих не взял. Их бы не так пришлось отрабатывать. Пути их отработки были бы совершенно другие. Ну, например, я бы точно не метался, то собираю на ЗСУ, то не собираю. Когда взяты такие деньги, ты же уже должен вести определенную линию. Никто ж тебе не даст их взять и тратить по своему усмотрению, правильно? Вот. Второе. Тебе не надо говорить про отдачу 4 областей. По крайней мере, на этапе, когда выборы даже еще не начались. Или народ недостаточно устал от войны, чтобы на ура принять этот месседж. Правильно? И так далее. Все это делается не так. И все, что я говорю, весь этот комплекс идей нужно было подавать гораздо позже. Когда война пошла бы к закату, и откровенно партия войны начала бы проигрывать, а партия мира была бы что? Партия мира была бы, ну, скажем так, востребована в обществе. Назовем это так. А То вам есть все, партию мира или партию войны предлагали делать? ну, точно не партию войны. Зачем партия войны? То есть вы сейчас подтверждаете, что любая партия мира – это партия, спонсированная россиянами. И это в Нет, я не их понимаю. интересах. Это далеко идущий очень вывод. Почему? Не обязательно. Ну, то Ну, я есть, партия. стоп, россияне готовы дать деньги за то, чтобы была организована партия мира.
Нет, за то, Это чтобы еще одна было... сенсация нашего эфира. За то, чтобы был организован, тогда они были готовы дать деньги за то, чтобы был организован определенный мир по определенным законам. Грубо говоря, мир по Стамбульским соглашениям. То есть, который поднял бы, партия, которая подняла бы на знамена демилитаризацию, денацификацию и так далее. Смотрите, весь смех этой ситуации, я бы так и сказал, говорю, ребята, смотрите, я и так стою на этих позициях. Но только у меня есть поправочка небольшая к вам. Например, я против демилитаризации. А для вас это один из ключевых пунктов. Потому что угроза может исходить не только от вас. И те 50 тысяч, которые вы нам предлагаете оставить в качестве армии, это конец независимой Украине. Даже если вы на нас никогда больше не нападете, мы находимся на разломе геополитических плит. И для нас 50 тысяч, ну, это отсроченная смерть до первого вооруженного конфликта. Серьезного с кем-нибудь. Кроме вас. И так далее. Второе, как бы, ну, вы меня извините, я не могу быть пророссийским. Я давал присягу. Какую? Поэтому военную Украине. Поэтому, если вы хотите, говорю, со мной иметь дело, мы можем говорить. Все говорят со всеми. Напоминаю, что переговоры Украины с Россией никогда не прерывались, на самом деле. Было время, когда в 23 году весной, весь 23 год работало 5 переговорных групп по миру разных стран. Вот. Но денег я у вас не возьму. Никакой поддержки информационной не приму. Хотите говорить о мире? Можем говорить. Они с тех пор ни разу не появились больше. Никакой поддержки ни в каком виде никогда не возьму. Потому что я знаю, как вы работаете. Все это будет зафиксировано. Я буду посажен на длинный хороший крючочек. И потом что? Потеряю всякую самостоятельность. Хотя бы из этих соображений я не собираюсь добровольно садиться на крючок. Ни за 26, ни за 260. Если хотите всерьез говорить о мире, можем говорить. Они так пух, и больше не появлялись. Исчезли. Ну, люди от них. Которые представляли. Давайте так. Люди, которые представлялись от них. О Я не какой знаю. башне Кремля идет речь? О Я той, не знаю. которая сейчас сменилась с уходом Козака? Нет, нет. Я не знаю, о какой башне Кремля идет речь. Алексей, это звучало так. Мы вас уважаем, вот мы видим, смотрим, ценим и так далее. Вы единственный трезвый голос, давайте говорить и так далее. Возможно, это была вообще чистая провокация. Именно для того, чтобы потенциального украинского политика хотя бы на уровне парламентской партии, на местных выборах где-то уже иметь на крючок. Ну, как вам сказать деликатно, я немножко служил в спецслужбах, поэтому такие вещи, ну, только для дураков. Смотрите, тут очень важный аспект. Очень важный аспект. А а когда к вам обратилась Собчак за интервью? Может, недели за 2 до интервью. Конец августа. То есть в августе. Да. То есть Могу во время посмотреть. вот этих 2 недель Трампа, вот этих всех, Это, скажем, по-моему, было после Анкориджа, насколько я помню. Сейчас мы даже можем посмотреть, чтобы далеко не ходить. Хотите? Так. я вижу, у вас длинная переписка с Собчак. Не длинная, это не Собчак, а ее менеджер, один из менеджеров. В конец августа у меня нет этой переписки, писали не мне, а моим менеджерам. Да. У меня первая переписка с ними среда 10 накануне записи, когда они мне прислали телефон и место. А почему Лондон? Я не знаю, попросили в Лондоне. Они попросили. 24 августа, все, на День независимости. Анкориджа еще не было, по-моему. А что вы хотели установить этим? Нет, ну Анкоридж там Дата? 15 число. Ну, по-моему. значит, был уже Анкоридж, там уже трудно вспомнить. Нет, мне просто интересен как бы формат запроса. То есть это же... Так они давно просили. Нет, Это же так это очень давняя потрясающая история. информация. 2 года назад Арестович, который даже из интервью Собчак мы делаем вывод, который не был
настолько резок и критичен, который вступал в дискуссию. Вообще, конечно, я хочу всех зрителей поблагодарить. Все то, что прозвучало в интервью, ну, кроме там отдельных каких-то моментов, и там все звучало постоянно в наших с вами беседах, в прямых эфирах, поэтому тут, ну, тут как бы мы можем сверять часы. Просто это было концентрировано, конкретно и в одном месте. Это все можно было посмотреть. Поэтому тут как бы для зрителей наших, которые нас постоянно смотрят, особых там каких-то открытий чудных по большому счету не было. Но я просто хочу понять вот эту связь. 23-й год. Арестович принимает звонки от как бы людей, Ермака, мол, давай, там, что это было. Вы сами об этом рассказывали, Собчак. То есть это еще не человек, который рвет власть Зеленского. Это человек, у которого только помощников принимают, да? Ну, вот это вот, Не издеваются принимают слежкой, давление, там, да? оказывали, да. Издеваются, да, фактически. Человек, который только уехал из страны, и ему сразу 26 миллионов. Ну, как-то странно. А потом Если вы, появляется Собчак. если вы думаете, что это сенсация 26, это вообще не цифры для них. Это можно было, если с ними всерьез вступать в игру, можно было оскорбиться. 26 это вообще это плюнуть на политику. Вообще ни о чем. Прикурить. Поэтому сенсация здесь может быть для людей, которые там нас смотрят в телевизоре. Для них это большие деньги. Для политики, тем более для россиян, если, внимание, это действительно были россияне, а не была провокация какая-то другого рода, что от наших спецслужб, что там от западных и так далее, то они же никак, они же не пришли с паспортами граждан Российской Федерации. Они представили, что мы со стороны России. Операции под чужим флагом – это очень частое явление. Ну, допустим. Это не сумма вообще. Вообще не сумма. Это даже в нашей политике не сумма. А для них это если большая сумма. А потом, да, потом Собчак через 2 года что? Ну, потом Собчак просит у вас после Анкориджа интервью. Так Собчак просила, я давал интервью Собчак год назад, если вы помните. Ну, было дело, да. Ну, вот Потом сейчас. она просила очного еще раз. Мне тогда было неудобно, а сейчас было удобно, я поехал. Тем более мне в Лондон нужно было. Все совпало. Как сейчас Арестович отнесся бы к предложению из Российской Федерации? Никак. Это неотменяемая вещь. Никакой помощи. Хотите говорить – говорим. Любая помощь, любая попытка повлиять – нет ни при каких обстоятельствах. Почему, как вам кажется, ну, вот сейчас мы видим, ну, вот такие метания российской стороны в отношении того, что, ну, казалось Смотрите, бы, ну, надо на кого-то ставить, с кем-то вести диалог, а так получается, кто есть у России? Те, которые во-первых, сбежали в саму Россию. там очень много башен. Я подозреваю, что какой-то из башен я очень не нравлюсь. Может быть, не одной. И они это все инспирируют. Вот. Во-вторых, у них не выработанная политика. Они же, смотрят на мои заявления, держатся за голову, смотрят на реальный рейтинг, понимают, что на него ставить. То в 23-м у него еще было ого-го, а сейчас он все растерял. Поэтому это кандидатское интервью со стороны Ксении Анатольевны меня даже удивило. Он такой откровенный запрос. А если бы вы были президентом? Если вы внимательно посмотрите, я ей говорю, да я не заблуждаюсь насчет своих политических перспектив. Никакого президентства. Президентство только на одном условии, если Украина меняет проектность. Но все-таки давайте представим. Я говорю еще раз. Нет? Она говорит, ну хорошо, представим. Представим. Ну раз представим, давайте представим. Я нарисовал им золотую картинку. Они на следующий день объявляют международный розыск. Значит, друзьям, мы вернемся еще, наверное, к этому интервью. Вопросов просто масса, и они такие разные, все там аспектов. Если мы оценим ситуацию с позиции сегодняшнего дня, насколько разумно придерживаться линии о том, что нужно как бы хорошенько всыпать россиянам, чтобы они остановились там, докуда дойдут, и тогда вот И нет, они остановились, это только часть задачи. И эта задача вспомогательная по отношению к задаче осознали.
Ну, смотрите, вот, что такое Россия и российская позиция? Надо еще про... Всего два пункта укажу, хотя можно много говорить об этом. Они говорят, мы боремся с левыми глобалистами. Вот если бы Трамп был у власти, говорит Путин, не было бы войны. Виноваты, по сути, левые глобалисты. Ну, вот они, эти гады. Что Си Цзиньпинь и Путин, какие решения они принимают, какое коммюнике они подписывают после парада в Москве? Они пишут про ООН-центричный мир и настаивают на нем, или переподтверждают ООН-центричный мир после встречи 3 сентября на саммите ШОС и параде в Китае. ООН – это главный инструмент левых глобалистов. Количество программ ООН, в которых участвует Российская Федерация, зашкаливающее. Ни одна страна мира не участвует и не спонсирует в таком количестве проекты левых глобалистов, как Российская Федерация. Кроме того, я им задал вопрос. Вот если вы у себя в переписке, не переписке, а публикации, если вы боретесь с левыми глобалистами, сколько нужно убить украинских детей, а взаимно и российских, потому что мы же тоже по ним бьем, чтобы вы засчитали себе победу над левыми глобалистами? Вы всерьез считаете, что вот эта война против Украины – это лучший инструмент победить левых глобалистов? Смотрите, Трамп – ближайший их союзник в борьбе с левыми глобалистами. Моди – ближайший их союзник. Си Цзиньпинь – ближайший их союзник. Трамп как борется с левыми глобалистами? Закрыт USAID, закрыт «Голос Америки», запрещена антифа. Он предпринимает конкретные условия, политические, институциональное финансирование по вытеснению, закрытия и борьбы с идеологией. Он Российская еще войска Федерация вводит в ряд штатов. войска вводит, Ну, безусловно, Нацгвардию. потому что, как это, заговор пустил глубокие корни. Что делает Российская Федерация? Российская Федерация сносит Мариуполь, Харьков, Запорожье, Херсон, Одессу, Киев и Львов для того, чтобы побороть левых глобалистов. Это как? Это лучший путь, который они выбрали. Это один из возможных путей, но я его не считаю далеко самым лучшим. И это же Российская Федерация говорит, мы за ООН-центричный мир. То есть высоко поднимает флаг знамя левых глобалистов. Но этим людям нужно помочь осознать всю противоречивость их позиций. Они по-другому не понимают. Смотрите, это ничуть не умаляет все то, что исполняет режим Зеленского, и глупости с нашей стороны. Но мы с вами уже когда-то об этом говорили, потом мы немного эту рамку забыли, можем вернуться снова. Это война двух дураков. В этом проблема. И когда я предлагал вариант такой, как я предлагал Собчак, через Собчак, вслух, это был способ не только осознать. Помните, я говорю, надо пересмотреть всю систему отношений с 91 года, иначе не будет вообще. Как корни, как мы к этому дошли. Второе, прекратить. Третье, покаяться. Четвертое, сделать так, чтобы никогда нового не допустить. Но трагедия всей этой ситуации заключается в том, что Российская Федерация и ее руководство приняло решение следующее. Оно звучит так, что вы там сильно переменчивы. Представим себе невероятно. Арестович приходит к власти в Украине. Хрен с ним отдает эти 4 области и Крым. И делает ее нейтральной, делает ее не вступающей в НАТО, подписывает соглашение мирное, что с территории Украины никогда не уходит опасность для России. Я даже сейчас не буду специально оговариваться, из территории России тоже выстраивается некая система арбитража коллективной безопасности, и все это благополучно существует 5-10 лет. Даже на второй срок остался. А потом, это, кстати, далеко не гарантированно, что не поссоришься с парламентом, что не будет попытки импичмента, что не будет внутреннего кризиса и так далее. Президент же не удельный князь все-таки. Как бы при всей власти, которую имеет президент в нашей стране, всякое мы видали. И Ющенко, Тимошенко там, и так далее, и так далее. И тут Арестович уходит. И что будет? Приходит Преемник условный, Арестовича. или не преемник Арестовича, а условный новый Зеленский. Потому что демократия так работает, тем более сейчас, когда их шатает. Трампу вообще 2 года осталось. Вот сейчас у него выборы промежуточные, он может их пролететь, и это уже будет очень сложная ситуация, парламент против президента. А кроме того, он через 2 года может не переизбраться, Венс может не переизбраться, придет демократ. Возобновляется USAID, возобновляется «Голос Америки» с утроенной силой, возобновляются поставки вооружений. Этот самый Джонсон снова в Украине, новый Байден условно снова в Украине, а-ля Олюга, не Гусей побежали в атаку.
А И где Российская, будет линия фронта? смотрите, и Российская Федерация говорит в этой ситуации, давайте, знаете как, мы на вас посмотрели, вы демократией не можете обеспечить, не можете обеспечить преемственность политики. А это главное, что должна обеспечивать любая политическая система – преемственность политики. Поэтому любые договоренности с вами существуют только на тот период, когда вы у власти. Пусть в идеале это 10 лет, не в идеале 4. А если брать парламентские республики, то там типа Германии, там коалиция вообще может за 2 года может быть 8 выборов, как в Израиле было перед войной. О чем с вами договариваться? Раз, во-вторых, с кем договариваться? И в этом трагедия этой ситуации. Полнота трагедии. Но смотрите, и из этой трагедии практически нет выхода на сегодня. Но значит ли это, что людей, которые предлагают выход из трагедии, пусть даже умозрительный, абсолютно нереальный, оторванный от почвы, никогда, наверное, не будущий исполнен, разве что Господь захочет и прямо с неба, надо на них вешать международный розыск. Ну вот скажите, ну вот с кем мы имеем дело? Ну, сейчас в данном эфире мы дело имеем с тем, что вы это сочли как оскорбление. Я не счел это как оскорбление. Этот международный розыск, от него ни холодно, ни жарко. Смотрите, запросы Российской Федерации не выполняются. Ну, может, только в Таиланде или Бирме, странах, которые от них зависят чуть более полностью. Но я пока туда не собираюсь, солнечно. Даже Китай и Индия, ближайшие союзники, не выполняют эти запросы. Я уже не говорю про страны Запада. Но это вот как бы сигнал огромного ума мужчин, с которыми мы имеем дело с той стороны. Ну ладно, вас не устраивает предложение Трампа. Вы считаете, что вам нужно 4-6 областей Украину отрезать от моря. Я понимаю, чем это может быть обосновано. Безопасность западных рубежей России. Но когда выходит Н и говорит, смотрите, если мы братские народы, то нам вот сюда. Это все равно, что я же говорю, я перед эфирами с вами подавал бы перед каждым эфиром в суд на вас. Вы могли бы не обижаться, но вы бы задались вопросом, а насколько это логично, правильно? Ну вот реально, насколько это логично? Насколько это логично и последовательно? Поэтому трагедия. Трагедия в том, что война не будет заканчиваться в ближайшее время. И она будет идти до крайних позиций. Крайняя позиция – это когда одна из сторон не сможет физически продолжать войну. Или сочтет невозможным продолжать войну и захочет остановиться. Сейчас в Киеве воздушная тревога. Россияне выносят ЖД, газа, электроинфраструктуру, логистику и делают это планомерно. Однако, я вспоминаю наши с вами разговоры, и вы знаете, Арестович же ни от каких слов не отказывается. Мы запомнили. Ну, здесь, в Мгм. наших эфирах. Делают это, несмотря на ужас, шостки, ну, там люди на кострах еду готовят, то есть там нет ничего, Чернигов тоже, в общем, блэкауты. Делают это каким-то очень интересным своим способом. Я не хочу применять слово «щадящим», но, грубо говоря, можно было бы разбить, направив 20, 30, 16, 25 дронов по, ну, скажем так, подстанциям возле АЭС, и все. Но выносятся вот эти 330 киловольтные. В общем, небольшие подстанции, они большие, но с точки зрения там, масштаба небольшие. Какую логику видите вы в этих ударах? Смотрите, они же небольшие, но не критически важные. Производство 330 вот этих и 750, по-моему, 750 еще, по-моему, производятся, насколько я помню, 330 нет уже нигде. Только в бывших советских государствах, насколько мне говорили, есть какие-то запчасти, которые очень долго и трудно восстанавливать. А поскольку они были уже несколько раз уничтожены, то сейчас чуть ли не последнее поколение. И производства нет. Поэтому им не надо 700 шахедов в одно место. Им надо несколько шахедов, пока гарантированно не будет уничтожена либо поражена. А потом переоценка. И если цель не поражена, то новые прилетят. И они это осуществляют последовательно. Из нового в этом году, смотрите, это поражение подвижного состава железных дорог. А теперь логика. Они бьют, стараются бить, по крайней мере, не по электропоездам, а по тепловозам. Потому что электропоезда и так станут по мере выноса подстанции.
Их задача – лишить логистики, лишить обогрева, гуманитарный кризис, волна беженцев, давление дополнительное на Запад. Они показывают цену войны. И говорят, что в этом году цена будет увеличена, зима будет крайне тяжелая. Вы хотите воевать? Вот вам цена вопроса. Это очень понятный месседж и предельно логичный с точки зрения целей компании, которые они выбрали, куда они их ведут. Алексей Николаевич, как тогда выглядят решения украинской власти? Тем от 40 медицинский чекап, повеличение зарплат тем, кто ближе к фронту, учителям, вообще всем учителям, всем врачам. Ну и там целый ряд инициатив, в общем, 1,5 миллиарда. Сегодня Зеленский встречался с Свериденко, будет 1,5 миллиарда. Ну то есть он говорит, Зеленский, я не смогу защитить всю газодобычу, ну вообще в принципе защитить газодобычу не смогу. Но я выделяю деньги, мы находим деньги и будут качать нам газ европейцы. Вы видели, что российские НПЗ, ТЭЦ и так далее заматываются сеткой? Это очень эффективное средство, особенно если несколько слоев этой сетки, не один, а несколько. Мы не делаем этого, но деньги, потраченные Мустафой Наемом, 50 миллиардов и его товарищами, до сих пор заслушались, куда они делись, только на закрытом заседании Верховной Рады. И народ не знает во время войны, куда потратили 1,5 миллиарда долларов плюс-минус на защиту этих самых. Единственное, что он знает, что у него верное отключение света. И неверное тоже. Я когда-то сказал и повторяю еще раз, сложность вопросов, которые стоят сегодня перед Украиной, начиная от глобального позиционирования в мире, так где мы, в НАТО, не в НАТО, какая проектность, куда едем, чего хотим, и заканчивая конкретикой, как спасти конкретный трансформатор, который на 330 где-то в шостку что-то там раздает, за пределами компетенции правящего руководства Украины. Более того, я вам скажу, что есть еще один признак чисто военный. Они плодят такое количество родов войск сейчас. Пошли космические войска, войска ПВО, беспилотных систем, еще какие-то там, я не знаю, космодесантные и прочее, прочее, что это лишний раз показывает, что и военная компетенция оставляет желать лучшего. Это четко обозначилось где-то начиная с зимы 23 года. Почему? Потому что к тому моменту 5 ключевых решений, которые принял Путин, начали медленно вытаскивать Россию из стратегического тупика. А мы в ответ не только не осознали эти решения, хотя я, бляха, каждый день говорил об этом в офисе. Посмотрите, давайте делать симметричные действия. Но и начали принимать эти решения очень поздно, под давлением где-то осенью 24 года. И то по принципу плохо, мало, недостаточно. Тогда же я впервые дал оценку, вот тогда у Голованова я дал оценку в конце сентября 23-го, находясь в США, что, посмотрев, как Зеленский провел Вильнюсский саммит и потом визит в США, я сказал, что перечень вопросов, которые стоят перед Украиной, за пределами компетенции. А, вот оно что было. Я тогда очень активно говорил о выборах. Помните? Я не знаю, помните вы или нет. Я сказал, что наш выход в этой ситуации – выборы. Я педалировал тему выборов. Ну, вот откуда подход мог быть. Потому что слово «выборы» звучало в каждом моем выпуске. Я очень активно толкал эту тему, и тогда в обществе даже началась дискуссия, может, действительно выборы. Была какая-то определенный момент, потом она в 24-м уже прекратилась. Вот поэтому как бы трагедия Украины заключается в том, что Российская Федерация как каток будет катить, не останавливаясь. И это только в каком-то смысле начало в кавычках, что они взялись за нас системно. И, скорее всего, большей части своей цели они достигнут в отношении энергетики, подвижного состава и так далее, инфраструктуры и прочее. А мы не можем противодействовать этому всерьез. Не потому, что мы глупые, а потому что нами руководят люди, для которых это не является целью номер один. Более того, и чем хуже ситуация, тем в каком-то смысле для них лучше. Потому что в стране, которой по 16 часов нет света,
не ездят поезда, разваленная инфраструктура, легче устанавливать и удерживать законы военного времени. Легче подавлять оппонентов. Вспоминаем статью Политека, да, которая вышла на этой неделе, где Запад сказал, что по оценкам западных коллег, Зеленский использует военную ситуацию для подавления политических оппонентов, чего уж далеко ходить. У нас тут, по крайней мере, двое из них в эфире, правильно? Медийных и политических оппонентов под санкциями. И чем хуже ситуация будет в Украине, тем легче будет ему удерживать ситуацию. Теперь смотрите. Для него, какой выход у Зеленского, очень многие спрашивают. Для него выход очень простой. 2 годика посидеть еще у власти. Потом с большой вероятностью демократы побеждают. Приходит кандидат от демократов, и все, пиши заново. Заново начинается эта игрушка. Многие скажут, 2 года это так много. Так уже 4. Это половина того, что прошло, и не заметили. А что с жертвами, Алексей Николаевич? А жертвы никогда никого не интересовали в этой забавной игре под названием политика. Ну чего, вот Трамп выходит, говорит, Но что... Трампа интересовали. Трамп хороший человек, он верующий человек. Для него это реально имеет значение. Где вы видели верующих в офисе президента? Они, если и верят, то очень по-своему. Поэтому тут, смотрите, надо правильно понять. Это не то, что они коварные рептилоиды, которые сидят и думают. Это как сопутствующий ущерб. В этом смысле они очень сильно похожи на российских военных, которые, конечно, не целятся в роддом специально, они целятся под станцию на 330. Но если залетело в роддом, ну, им грустно минут 5, а дальше они перестают грустить. Вот так и Зеленский. Он жалеет о жертвах, конечно же, жалеет. Но просто, ну, а что делать? Вот такая война, так это работает, такая ситуация и так далее. Ну, в принципе, это Поэтому, слышали вчера. Говорит, надо нормально относиться и готовиться. Ну, да, типа, поэтому, нормально относитесь. да, смотрите, поэтому трагедия таких, как Арестович, заключается в следующем. Его мирные планы никого нахер не нужны. Ни с одной из сторон конфликта. Даже умозрительно. Все радостно собираются воевать. И позиция, которую он занял сейчас, все-таки останавливаем россиян и помогаем им задуматься, она невыгодна. Выгоднее Арестовичу было бы оставаться в позиции над схваткой. Мета-цивилизация, не даю деньги на убийство славян. Я в который раз делаю невыгодное для себя движение. Уже 150 раз. Почему? Потому что я прекрасно понимаю, что насколько бы дронов я не собрал, как бы уровень компетенции этих парней, которые там, ну, делает этому как слону примочки. Не решается эта ситуация с дронами Арестовича. Я занимаю личную позицию, просто личную, понимаете? Понимая прекрасно всю ее абсолютную безнадежность. Безнадежность и максимальную невыгодность для меня лично. Прекрасно понимаю. Она невыгодна. Невыгодно менять позицию, невыгодно занимать ту позицию, которую я занял, но выхода нету. Поэтому есть только один вариант в данной ситуации. Ну, либо стать равнодушным, перестать вообще вести эфир, уйти в политически, уйти в психологию, не заниматься сборами и так далее, и так далее. Но что-то мне не дает все-таки это. Потому что, когда мне пишут мои там друзья военные, говорят, что или просто военные, говорят, Леша, ну, пересаживайся со стула на стул куда хочешь, но нам раненых надо вывозить, то я объявляю сбор на пикап, конечно же. Поэтому фишка в чем? Что очень бы поспособствовало задуматься руководству Российской Федерации поднятие эффективности действий Украины во всех сферах хотя бы процентов на 15. Нам не надо стать сияющими там архангелами Гаврилами, которые делают все безупречно, македонскими Мольтке и, я не знаю, министром Шпеером Третьего Рейха, у которого заводы начали работать в третью смену только в марте 1945 года. А до этого одной обходились. Настолько эффективно было производство. А нам надо чуть-чуть поднять. А теперь вспоминаем слова почти святого Стерненко. 60% дронов, закупаемых Министерством обороны, находятся в нерабочем состоянии, неисправны. Издание 360 UA со ссылкой на свои источники почти святого Притулу сегодня вспоминала. Говорили, что его Да, снимки Генштаб не видел с его спутника, где 600 миллионов, да. помните, собрали и передали. Видите, какая интересная история? 600 миллионов народных денег просто так.
Поэтому, если бы они воровали и администрировали хотя бы на 15% меньше и, соответственно, лучше, задача заставить россиян остановиться и задуматься была бы куда более реальной. Сегодня это может осуществить в первую очередь только Трамп, во вторую Европа, в третье силы обороны и населения Украины, которое не хочет ломаться и не хочет идти дорогой там, подчинения прямого. И смотрите, в чем дурной парадокс. Я же читаю, мне же присылают очень много отзывов, ну и просто отзывов с разных сторон, разные люди звонят, в том числе люди, сами способные дать 26, уже с нашей стороны. И они говорят, что, понимаешь, ситуация такая, что в прямой твоей поддержке признаваться ну, не камильфо сегодня. Все, кто за молчат. Даже не за тебя, а за идею мирного плана. Но в чем проблема? Если бы россияне, российское руководство было готово договариваться с нами, уже бы давно нашлись, организовались силы в Украине, которые бы что? Победили бы партию войны или составили ей достойную конкуренцию. Вся проблема в том, что Российская Федерация, ее руководство загоняет нас в ловушку, когда любая партия мира, партия, которая предлагает договориться на равных, с сохранением, с соблюдением чести и достоинства друг друга, маргинализирована в России. Прежде всего российским руководством. Она сразу с порога отметается. И я тому первый пример. Они меня подали в международный розыск после того, как я предложил христианский выход из этой войны. Понимаете, да? В этом трагедия. Не Зеленский в первую очередь маргинализирует партию мира, а российская позиция. Они говорят, нахер брыснули из-под наших сапогов, коты шелудивые. Мы все возьмем на штык. Нахера нам ваша партия мира? Кто вы такие? Наступим на горло и будете делать то, что нам надо. И в этом трагедия. В этом трагедия всей этой истории. Они даже партии мира не оставляют никаких вариантов, кроме как собирать на дроны. Вот в чем загвоздка всей этой истории. Вот мы с вами партия мира. Они, посмотрите на меня, Саша, они не дают нам возможность, не оставляют никаких вариантов. Потому что в здравом уме, ну, как бы, вот, хотя бы не объявляйте международный розыск, ну, если вы хоть как-то, хоть что-то. Ну, что, как бы, это просто замечательные ребята. Получается какая-то дилемма. Ну, точнее, как дилемма. Больше всего мира, вы только что сказали, не хочет российская сторона. Но Зеленский не хочет мира. Зеленский не хочет мира, Российская Федерация не хочет мира, они приняли решение брать на штык. Очень простая идея. Им доказала вся эта война, что все, что взяли на штык, уже не возвращается. Никто не вернет. Ни демократы, ни Трамп и так далее. Потом проще взять, что им нужно, что они считают нужным для обеспечения западных границ России, безопасности, как они считают. А потом что? Как бы выдохнуть и сказать, ну, вы там меняете власть сколько хотите, но как бы мы уже взяли и не отдадим. И в этом проблема. А Насколько... потом, да, ну как потом? Вы понимаете, язык, он линейно расположен. Если бы мы могли говорить параллельно, квантово, хотя многие считают, что я так умею, но я попробую. И вместе с этим, вот есть хорошее слово, вместе с тем Зеленский не хочет мира. Потому что, смотрите, чтобы понять, вот многие задаются вопросом, почему, вы говорили про фронт, почему они откровенно врут про положение на фронте? Да, Ведь нет никакого контрнаступления под Добропольем, такого, как они рассказывают. Там есть встречные действия, но они далеко не так успешны. Там сложное положение, нету там никаких котлов российских войск. Более того, из 5 основных направлений в 3 Россия имеет успех в продвижении. Уже дрон поразил оптоволокно, поразил машину в центре Краматорска военную. А что бы не поразить, он летает хорошо устойчиво на тридцатник, а российские войска в 25. При желании может на 40 полететь. И так далее. И нам продолжают откровенно лгать про фронт. Сегодня Игорь Луценко не выдерживает, доброволец, майдановец и так далее, выходит и пишет пост про брехню. Длинный пост про брехню. Он говорит, врут же все, от командира отделения до командующих корпусами. Непрерывный поток брехни. И я перепащиваю и задаю один вопрос. Я его сейчас повторю.
А почему лгут воины света? Денег хотят. Нет, когда они врут своему начальнику, они не хотят денег. Вот Звездочку хотят. командир взвода, когда врет. Почему так устроена система в Украине, что все воины света непрерывно лгут? Ну или Хотят почти, денег и почти все. звездочку. Алексей Николаевич, ну вы же Нет, знаете ответ на этот смотрите, вопрос. Саша, это риторический вопрос. Я думаю, что они не хотят денег из звездочек. Они боятся, чтобы не отобрали деньги из звездочки. Потому что система ничего не дает, кроме того, что ты возьмешь коррупционным путем сам. И если наверх не занесешь, тебя еще и посадят. Как многие попадаются рядовые, которые думают, что они воруют. Сунь Цзы сказал, и я повторю еще раз, система определяется тем, как в ней награждают и наказывают. У нас не наказывают за вранье, Игорь Луценко призывает наказывать за вранье, прямо наказывать, и не награждают за то, что ты говоришь правду. Дропатый, склонный говорить правду, Сырский рубит осу в Днепр, убирает, да, и сокращает ему зону ответственности в 2 раза. Что это? А почему извиняется Юрий Касьянов? Юрий Косянов, видимо, ему объяснили перспективы. Нет, не то, что его посадят в тюрьму или убьют где-то и так далее. Скорее всего, что люди, которыми он руководит, пострадают так или иначе. Например, будут разбазарены подразделения первой линии, перестанут быть эпишниками, умрут как пехотинцы. Может, будет расследование и так далее. И он не за себя боится, я уверен. Он, скорее всего, боится за людей, которыми он руководит, и как любой честный человек, но не может просто так пробросаться людьми, которые ему доверились. Я не знаю, заставлял ли он, эксплуатировал ли он несчастных срочников или мобилизованных на своих предприятиях. Это пусть уже разбираются правоохранительные органы. Но мы говорим сейчас о публичной части. Скорее всего, он на это пошел, потому что вряд ли Ермак расформировал его подразделение. Не потому что Ермак хороший, а потому что это несопоставимый уровень, понимаете, да? Поэтому как бы он наверняка и не знал, что Касьянов существует. Или знал, но этот самый. И вот ему это внятно объяснили, что будет с его людьми, скорее всего, если он не этот сам. И он вынужден был на это пойти, к сожалению. Поэтому, понимаете, есть ширма, как у любой демократии, на которой много красивого чего нарисовано. Войны света, например. А есть реальность, где воины света боятся несправедливых расправ над ними, командиров и начальников всех степеней. Боятся за звездочки, боятся за деньги, боятся за жизни, не свои, так чужие, и вынуждены бесконечно врать. Кроме того, они видят, как живут товарищи наверху, и им трудно удержаться, чтобы не своровать на своем месте. А когда ты своруешь, тебе надо занести, иначе что? Не дадут воровать и показательно посадят, потому что одним можно, а другим нельзя. И за кулисами этого огромный черный пылесос, высашивающий из Украины черный нал на крови людей. Понимаете, да? В первую очередь воюющих людей. В таких условиях объяснять Российской Федерации, что, ребята, вы не правы, очень сложно. Повторяется печальная история 17-18 века, когда несчастные свинопасы, пожившие под своими казацкими полковниками, радостно бежали под российских воевод, которые просто чесали всех под одну гребенку и устанавливали закон и порядок, как его понимал царь-батюшка. Спасение искали. Бежали из-под своих полковников. Так и была, в принципе, сдрейфована Украина под Москву окончательно. Это исторический факт. А потом же полковники платили большие взятки, чтобы их признали российским дворянством Российской империи. Почему Сегодня, сейчас такого варианта вы ну, не во-первых, видите? часть людей уезжает на оккупированной территории, правильно? И немало, это десятки, говорят, сотни тысяч, реальной статистики нет. Потому что на российских территориях, тупо цитируя, выше пенсии. И если ты не оголтелый, там, как они считают, активист, а просто человек, ты будешь жить и получать эту пенсию. И в больницу будешь ходить, и жилье компенсируют, и все на свете. России служит плохую службу тупое гопничество, с которым они реализуют многие аспекты своей политики. Если бы они не занимались вещами, пытки активистов, там, да, вот такое все жесткие все эти вещи, разбой и прочее, что довольно часто случается, статистики у нас с вами нет, но случается на оккупированных территориях, особенно свежеоккупированных, то большее количество людей ушло туда, вернулось бы жить. Потому что, ну что нужно человеку, который вне политики или далек от политики?
Идеи национального государства, они чужды пенсионеру, который уехал из Мариуполя, помыкался на западе Украины по ценам аренды семиэтажного Булгала на Марсе, и что, и вернулся туда. Тем более, что принято решение, что квартиры будут отобраны, национализированы, если ты их не отстоишь. Вы сами из Луганска, вы знаете, как это бывает. Я просто, смотрите, Да. не то, что там тут пишут, вот там Шелест, там вот это, все досмотрелись Собчак, действительно, 2 дня насмотрелись. Мне очень поразило просто, смотрите, какая история. Я даже встречал видео, там блогеры делали обзоры, говорят, я полностью не смотрел, но вот эти посмотрел 10 фрагментов, и вот вам как бы выскажу мнение. Тут же такой момент. Вы же сами говорили о фильтрации в Крыму, помните, на форуме, лично вы. На, Фильтрации на населения, каком, на каком форуме? когда мы вернем Крым, это был 22 год, то есть форум безопасности, о том, что нужно отбирать, там, выявлять и, так сказать, отсеивать. Ну, конечно, агентуру надо отсеивать. Это нормальное режимное Ну, то есть, мероприятие любого тем государства. А более, я говорил, что им нужно просверливать колени в подвалах. вы же вы же имперец. На этом, Я, это же кости, безусловно, на имперец. которых стоят империи. Безусловно, но только не пытки мирного населения и даже задержанных. Смотрите, ну это открытый факт, он же есть в интернете. К сожалению, это не нарезает ни Ксения Собчак, ни кто-то другой. Когда я, будучи на пике популярности в офисе, по факту прострела колен российским пленным, помните, видео такое было в Харьковской области, публично призвал провести расследование. Более того, я настоял во внутренних разговорах в офисе, что такое расследование должно быть проведено, должно быть пресечено. То есть публично, не публично. Что мы не можем себя так вести. Количество эксцессов, которые случаются при осуществлении Российской империи фильтрационных мероприятий, ну, отпугивает здравомыслящих людей, я бы сказал так. Я же про что говорю, что если бы они себя вели, мягко говоря, чуть более здраво, это не значит, что прекратили выявлять украинскую агентуру там, и так далее, и так далее. Но чуть более здраво по отношению к обычному населению, уже бы больше убежало под них. При том положении, которое творится в Украине. Вот я сегодня, когда готовился к эфиру, я всегда смотрю сообщения свежие, потому что часто подбрасывают информацию, обратите внимание, ссылка и так далее. Вот меня попросили вступиться за очередного забитого ТЦК человека насмерть. А вот я не знаю, правда это или нет, не Он в знаю. Борисполе, который... Ну, сейчас проверим еще раз. Вот. Но вы понимаете, что сам факт наличия таких запросов вряд ли бы публично брали. Ну, сейчас не найду, там переписка сотни сообщений. Это как бы такая себе история. Вот и трагедия таких, как мы с вами, Саша. Вы же все за мир, правильно? Вы всегда были за мир последовательно. Всегда был за мир. Вы даже всех оппонентов, которые начинают сильно перегибать не в пользу Украины, всегда умеете так деликатно поставить на землю. Есть у вас и такие люди в эфирах, которые говорят, нет, только сплошная война, война, война. Вы говорили, подождите, вы всегда говорите о мир. И я за мир до сих пор. Но трагедия нас с вами заключается в том, что мы маргинализированы с обеих сторон решениями военно-политического руководства обеих стран, а во-вторых, самой логикой ситуации. Потому что политика, которую проводит оба государства, воюющие между собой, ну, ничего кроме оторопи не вызывает. В Украине не могут позаботиться о пенсионерах и спокойно допускают, что ТЦК забивает людей, хотя сегодня дали 3 года этому, который в Харькове, помните, ударил возле тумбы. Ну, Три там года я так и не тюрьмы. понял, условно, не Суд условно. первой, нет, суд первой инстанции дал 3 года, вопрос, что ему там дадут дальше, наверное, постараются отбить, но тем не менее, хотя бы что-то. А с другой стороны, те товарищи, которые нас набегают, рассказывают, что Бучи не было, что это мы все сочинили. Но как бы мы с вами из 25 века, где полдень, 22 век, Стругацкие, все залито светом и все стремится к свету, были откомандированы временно в урановые шахты под Воркуту. Вот это то, что происходит. Потому что с нашими желаниями мира, попыткой разъяснить, что не надо друг друга убивать, что есть другие решения, но на нас смотрят как солдат на вож.
реально. Потому что, ну, вот быть сегодня за мир – это быть крайним маргиналом. На все лады все объясняют, что быть в войне, война, вот войны побольше, давайте еще войне и так Ну, далее, так и так далее. идиоты. И никого же, вот так идиоты же Нет, ну себя... подождите, ну стойте, ну вы же, послушайте, вы как бы человек, который может, конечно, упаковать по-разному, но человек, который вряд ли убежит от действительности, ну сильно далеко не убежит в Я никуда рассуждениях, вообще не понимаете? убегу от Понимаете, действительности. в чем дело? Поэтому тут можно по-разному относиться к формам, к разным шагам, понимаете? То есть, подождите, тут давайте к сути. Действительность не бьется. Или будет мир, или Украины не будет. Или согласятся, или не... И Украины уже нет той, которая она была. И ее уже не будет той, которая она была. Но ее может не быть еще в больших уродливых формах с превращением, ожесточением, озлоблением, ну, просто уничтожением народа украинского. Мы же тут за мир не потому, что мы Россию любим, или там Трампа любим, уважаем, или Лондону присягнули, или ходили к Ми-6 на разговор не по статусу, не по чину, а потому что у- народ, Жалко Украину, правильно? народ И убьет. людей, безусловно. И вот в этом-то трагедия, потому что в Украине до сих пор наличествует достаточное количество людей и общественное мнение, которое говорит, лучше пусть останется 3 западных области и 1 миллион украинцев, а все остальные погибнут и будут разрушены, чем что? Мы вот так просто сдадимся. И трагедия наша, еще раз подчеркиваю, заключается в том, что когда мы говорим, да никто же не говорит про сдаваться. Речь идет про договориться. Вот смотрите, мы сейчас покажем, как это может быть. И идем к Москве. Один из нас идет и говорит, смотрите, мы предлагаем прекрасный выход, чтобы взаимная трагедия прекратилась. Ну, как бы там россияне не хорохорились, у них тоже не все в порядке. С НПЗ, с подстанциями, правильно. Их людям тоже переживать тяжелую зиму, у них тоже гибнут гражданские и прочее, прочее. Самолеты не летают, да мало ли еще. И это идет же взаимное уничтожение. Пусть не такое ущерб причиняет Украина России, но причиняет же. Каждый человек погибший – это отдельный мир, отдельная вселенная. И что нам говорят, когда мы к ним приходим? О, пришли миротворцы, международный розыск. И мы возвращаемся к своим и говорим, вы знаете, ребята, не получилось. Они говорят, так вам и надо, уроды. Попытались продаться, сдаться Москве. Вот, они вас международный розыск объявили. Ха-ха-ха-ха. Шо, проотвечались, теперь вас не любят. Обиделись на украинской реакции. Нет, вас не любят и украинцы. Я логику показываю. Вас не любят украинцы. И теперь вас миротворцев не любят и украинцы, и россияне. Вот наше с вами положение. Если бы мы пришли и сказали украинцам, смотрите, вы не понимаете, как вы губите себя, и каждый месяц это год восстановления в случае, если вообще будут восстанавливать, посчитайте, сколько месяцев уже прошло, 50 лет восстановления впереди. Очухаться от последствий, разминировать, восстановить и так далее. И то, если будут восстанавливать. И вот, смотрите, мы предлагаем мир, мы пришли в Москву и говорим, смотрите, мир. И там говорят, о, мир, трезвые, здравые люди нашлись в Украине. Мир, с ними можно говорить, давайте и так далее, и так далее. А нас там посылают нахер и объявляют международный розыск. И кем мы возвращаемся, и кем мы остаемся. В этом же проблема. Проблема не в том, что мы за мир. Я был за мир и остаюсь за мир. И я еще раз говорю, русские и украинцы убивать друг друга не должны, и белорусы. Вообще люди не должны друг друга убивать. Давайте начнем с ближнего круга. Но проблема в том, что они именно хотят убивать друг друга. Ну, тут А же такие, а такие, как мы с вами, сидим на расческе, как эти самые, Тут же на еще полнейшем да, маргинале. есть Да. такой момент, ну, он важный, да, вот вы несколько раз это повторили, но опять-таки, да, опять-таки, значит, вообще непонятно, связано ли интервью с международным розыском, ну, то есть от слова совсем. Ну, смотрите, после того не означает вследствие того, Да, правильно? конечно. Старый римский принцип, но тем не менее же объявили. А зачем? В какой связи переобъявлять в розыск, Ну, простите? потому что Арестович в последнее время говорит, мира никакого не будет, я объявляю военный сбор на ВСУ, мы должны дать по сапатке и сломать, как вы там, позвоночник или что-то такое. Таких товарищей, которые так говорят, миллиарды. А чего они не в розыске? Почему Арестович в розыске? А как это работает в обратную историю? Мне так интересно, знаете, стало, ваш многолетний
собеседник сегодня побывал на острове Змеиный. Вот фотография, у него куча Фейгин? рилсов и всего на свете. Мгм. Вот, пожалуйста. Я вот абсолютно не понял. Был же период, когда от этих хороших русских отказались, а Фейгин на Змеином. Это означает, что ему организовали... Смотрите, попасть на Змеиный — это спецоперация, которую обеспечивали украинские военные, гуровцы или кто там другой. Попасть в Херсон, где он фотографировался на фоне разрушенного ЖД вокзала, это спецоперация. Это нужно обеспечить безопасность. Вообще, если честно, я помню, как он где, по Часовому Яру, или возле Бахмута где-то, да, вот, Сейчас вам Яру, ну, по-моему. где-то там, где-то там. Ну, в общем, потеряли мы те места, где... Зачем Банковой вот это проявление войны? Как вы объясните? Ну, потому что они считают, что он пропагандист, который имеет некоторое количество просмотров и готов как бы сотрудничать. И вот его используют. То есть, получается, Банкова умнее. Она использует Она не умнее. россиянина в своих Это целях, слабо. а Россия не может использовать украинца Арестовича в своих. Но Россия, Арестович не дает согласия на использование своих целей, а россиянин Фейгин дает. В этом две большие разницы. А вот Арестович всегда говорит одно и то же. Хотите разговаривать — разговариваем. Хотите использовать — не получится. Не выйдет у вас. Поэтому в этом принципиальная разница позиций между мной и Фейгиным. А что касается дальних расчетов, вы так не думаете. Там скорее это на уровне знакомства. Там я его когда-то с Подоляком знакомил, где-то там что-то проскочило. То есть. То есть это не какая-то... Нет, это не кто-то умный сидит и рассчитал. Да, нет. Боже избавь. Тем более, смотрите, Фейгин же тяготеет к Порошенко. Посмотрите, его спикер Курбанова, там, да, к этому лагерю. Он старый знакомец там. И офиса идиосинкразия на Порошенко и порошенковских вряд ли бы он просто так. Или это гениальная спецоперация по перехвату Фейгина у Порошенко в очередной раз. Скорее всего, это просто сложились обстоятельства. А можно, да, есть такая заявка, да, ну так сними. Он же снимал уже фильмы про Украину, очевидно считали, что позитивный эффект, и добавили еще. Поэтому... Так мы вообще по-разному в идеологической истории, в идеологическом разрезе воюем или одинаково, как вы С россиянами? оцениваете? Да. С россиянами? Мы, украинцы и россияне, да. Ну, по-идеологически, конечно, разные. Россия — империя, Украина — за национальное государство. Это уже пропасть между собой. Но если уже совсем переходить на язык, пока нас никто не слышит, Россия умудряется одновременно наследовать и нацистов, и коммунистов. Мы только нацистов. Но хотя, так скажем так, практики у нас вполне коммунистические. Только не такие эффективные. Это если уже совсем в тонкости лезть, кто чем там болеет и чем отличается. Да, друзья, всем большое спасибо, что поставили лайк. Пожалуйста, поддержите репостом, комментарием, хорошим, добрым. Подведем итоги и перейдем к вопросам, потому что их несметное количество, не потому что нет. Вопросов на самом деле очень много. И, конечно, и Трамп сегодня, и день рождения Путина же сегодня. Может, вас объявили в день рождения Путина, а вы вот это вот хотели приятно сделать. Как подарок? Ну да. От Трампа там вот эти Смотрите, что бы они ни сделали, это было неумно. Какая наибольшая крамола в интервью Арестовича Собчак? Больше 10 тысяч проголосовавших у меня на канале. Значит, 11% возложение цветов к русскому солдату, 18% Украина — это село, 23% отдать 4 области и Крым, ну и 12-15 пар обуви, 48%. Много очень комментариев в чате летит и в вопросах. А вот что бы вы ответили этим людям? Их, правда, много. Многие, вот этот момент, эпизод, когда она спрашивает Собчак, как вы переобуваетесь, сколько у вас пар обуви, вы ответили буквально и прямо. Ну, вы же поняли, с каким намеком она Я вам открою спрашивает? страшную тайну. Это была постановочная сцена. Она меня специально попросила ее разыграть, и мы разыграли. Я знаю, это трудно поверить, но я гораздо умнее, чем вам кажется. Просто говорят, вот, Собчак сделала его. Смотрите, вот когда люди пишут в комментариях, кто кого сделал, неважно, Арестович сделал, Собчак,
А есть и такие комментарии. И Да. как сделал? Я понимаю, что для них мир– это арена тяжелой коммунальной борьбы за то, кто выключает или не выключает свет в туалете. Помните, как высосали Лоханки? Они в таком ужасе живут, эти люди. Вот они искренне, например, считают, что можно задать вопрос, после которого там Арестович посыпался, или Мгм. заер, ему неудобно отвечать, или что Арестовича можно сделать и так далее. И тяжесть этих интервью, в частности, связана с тем, что ты хочешь поговорить, вот как я с вами разговариваю. Вот есть такая проблематика, у нее такие причинно-следственные связи, она имеет такие-то следствия. Дети гибнут с обеих сторон. Этого достаточно. Я уже не говорю про все остальные причины. Давайте исследуем корни причин. Что я слышу в ответ? Вы переобуваетесь. Сколько у вас пробы? Мы вас сделали, мы вас не сделали и так далее, и так далее. Меня тоска берет не за себя, а за то, что в мире, где все врут, где, когда ты называешь белое белым, у людей челюсть сворачивает от изумления, где уже просто правда звучит как тотальный маргинез, никто не хочет увеличить количество этой правды хотя бы на грамм. Все соревнуются, кто кого сделал, кто там, значит, там вот этот самый. Это вот все описано в «12 стульях». Они же говорят, что я Бендер. Мгм. Ребята, вы Васисуали Лоханкины. В мире Васисуали Лоханкиных гораздо лучше быть Бендером, поверьте мне. Намного лучше. Я бы, может быть, не был бы Бендером, если бы вы не были Васисуалями Лоханкиными, которые свет забывают в туалете выключить, которых порют соседи по заднице за это, а потом вы рассказываете, что, может быть, в этом есть сермяжная правда. С вами в кои-то веки, смотрите, я каждый раз, Ксения, кстати, монтажеры это вырезали, там вообще интервью, чтобы вы понимали, писалось 7 часов. Мгм. Это, И кстати, я много вопросов, а что там, Да, что, 7 часов да. писалось интервью. Так вот, я ей прямо говорю, там, смотрите, Ксения, у меня был выход просто преспокойно откинуться на задний стул и вас постебать 7 часов. Вы переобулись, ну и что? А как вы это объясните? Никак. А это просто хочу. И что? Кто бы выглядел дураком? Но она меня атаковала, а я снова и снова пытался использовать момент для прояснения причинно-следственных связей, проблематики и что можно с этим сделать. Вот как с вами. Только в отличие от нее вы даете такую возможность. И что мы видим в комментариях, что мы видим в реакциях? Кто кого сделал? Да. Дети гибнут. Вы в настольный хоккей играете или во что? Дети умирают. Вот Ну, это сейчас как, сегодня ночью будет налет, не дай да, бог, да. погибнет ребенок. Вы реально выясняете, кто кого сделал, Собчак Арестович или Арестович Собчак? Причем, смотрите, есть же большой всегда соблазн в этом всем, ну, этих собачьих боев, и в них смотреть вот это на все медиапроизводство, ну, то, что доносит YouTube, то, что доносит вот это время информационных войн, пропаганды, но все, Давайте так деликатно, я позволю себе. Как вы думаете, если бы мне нужно реально опустить и разгромить собеседника, как вы думаете, я справлюсь? Ну, только честно. Я ставлю себя всякий раз за разом в максимально невыгодную позицию. Говорю, люди, давайте еще раз обратим внимание на проблематику. Давайте еще немного правды. Мы не знаем всей правды, но мы хотя бы действия в направлении правды можем вести правильно. Хоть какие-то, хоть как-то. Вот как с вами стараются. Мне же все говорят, брось шелест. ну, Шелест. во-первых, Шелеста Да. тяжело поднять. Да, да, да. Шелест пророссийский пропагандист. Алексей, вы себя губите. Военные мне пишут. Леха, мы за тебя никому не говорим, но только не Шелест, потому что Шелест Сепар, Махрова и так далее, и так далее. И я всегда отвечаю, друзья мои, покажите мне другого человека, который имеет свою точку зрения, спорит, не соглашается, но всегда хочет доискаться правды. Всегда. Нету. Понимаете, Саша? Нету. Поэтому я так ценю наши с вами эфиры. А понимаете, отцу троих детей, когда у него получается медийное время эфирное, и эти дети бывают в Киеве часто, и им на голову все это летит.
тратить эфирное время на то, чтобы сделать Ксению Анатольевну, вместо того, чтобы поговорить о том, как сделать так, чтобы детям на голову не летело ни в Киеве, ни в Белгороде. Причем вы не любите эту тему, Да, и вы ее да. ушли от нее в интервью с Собчак. А М. окружающие знают, что чьи это дети. Окружающие знают, Вот чьи это дети. тут же очень Да, тяжелый момент. Мало кто понимает, что такое находиться в опале и костью в горле у Банковой. И, ну, то есть, это очень важная история. да. И мне предлагают потратить, по сути, что предлагают комментаторы, потратить эфирное время на поговорить так, чтобы поддеть или сделать Собчак. Понимаете, да? Или там своего какого-то собеседника. А я как отец, мне 50 лет, трачу время на то, чтобы вашим и моим детям по обе стороны границы на голову ничего не летело. Каждый раз я себя ставлю в максимально невыгодную позицию. Каждый раз вы ржете надо мной. Каждый раз я под санкциями с банка, я под международным розыском от Кремля. Я прекрасно осознавал эти последствия с самого начала. Но я последовательно провожу линию, что дети и люди гибнуть не должны, что эта война – колоссальная ошибка российского руководства, что преступно со стороны украинского руководства ее продолжать, что еще большей исторической ошибкой является со стороны российского руководства это продолжать. Понимаете? И мы, ну вот это очень грустно все это. Давайте повеселее, скажем так, нашей аудитории уделим время. Режим Блиц. Пожалуйста, ваши вопросы. Полетели. Алексей, если люди хотят убивать друг друга, то зачем в этом участвовать? Вы же за метацивилизацию. Разговоры за Юго-Восточный федеральный округ не принимаются. Россия не переварит Украину. Потому что моя задача остановить парней в Кремле, которые приняли решение, что мы им должны подчиниться. Если бы эти парни, и пока была надежда, что они будут разговаривать и с ними можно договориться, я не собирал. Если вы внимательно заметили, то все мои разговоры за мир совпали на маленьком моем участке с попыткой Трампа установить этот мир. Пока были реальные действия, пока было это хоть сколько-нибудь актуально, я прекрасно понимал, что никакого мира не будет с самого начала. Но я был обязан перед своей совестью, я был обязан использовать отсутствующий минимальный шанс на этот самый мир, заранее зная, что его не будет. А теперь, когда это решительно отринуто, и когда идут вопросы о том, что, возможно, Российская Федерация будет переносить боевые действия на территории стран НАТО, то сегодня была соответствующая публикация с заявлением политика Верфи. Ну, вариантов нет. Моя задача, смотрите, сейчас задача очень простая. Все тот же мир, только метод сменился. Теперь задача математического доказательства российскому военно-политическому руководству, что война невыгодна математически. Просто математически. Заранее зная, я и в этот раз знаю, что это практически нереально. Мгм. Но это не позиция выгоды, это позиция совести. Позиция выгоды очень простая. Даже после удаления из офиса, после оговорки, у меня была бешеная зашкаливающая популярность. Если бы я нес патриотическую пургу, или оправдывал мелкие огрехи, хотите, я как-нибудь вам наспор, сегодня уже нет времени, оправдаю все основные проблемы Украины предельно логично и так, что вы еще и поверите и скажете, ну да, даже ТЦК зверствует не просто А так. мы сделаем, давайте, такую рубрику в следующий понедельник. Да, и вы посмотрите, как это можно было сделать. И всю эту пургу я мог бы отлично нести до сих пор. Ну, у меня бы не было второго рейтинга в стране, но в первой пятерке, десятке я был бы аж бегом спикеров, популярных людей и так далее. И замечательно бы, то жил в Киеве, то выезжал за границу при моей популярности, при огромном количестве международных запросов на всякие форумы и так далее, и так далее. Я последовательно занимаюсь абсолютно безнадежным делом. Пытаюсь остановить войну. Как вы думаете, человек, который в 2019 году предсказал, что будет нападение и как оно будет?
немножко понимает законы и правила развития войны, может он предсказать, будут его жалкие или трамповские потуги на мир иметь успех в этой ситуации? Гарантированно знал, что не будет. И Послушайте, вы знаете, что не вы будет. человек, который Да. прекрасно понимает, что если войну не остановить в этом году, в следующем будет катастрофа, которой ну, планета не видывала, цивилизация не видывала конкретно, с конкретной страной. И вот эти Я же, все ну, меня россказни, нельзя, Саша, меня же нельзя упрекнуть, что я не делаю все, чтобы она остановилась ценой своей репутации. Ценой прямых угроз мне и моей семье, моим детям, как вы уже отметили. Я на кон поставил безопасность своих детей для того, чтобы остановить войну. Дважды. Когда им на голову летят российские ракеты, и когда мне пишут в личку, что мы головы твоим детям отрежем. А мне это пишут по 15 раз в день. Понимаете, да? ну да, продался Русне и И так я далее. Там, да, да. последовательно рискую детьми. У меня папа, мама, братья, сестры, племянники, все в Украине. Это я выехал. Хотя, если вы думаете, что за границей я в такой уж безопасности, вы очень сильно ошибаетесь. Причем, заметьте, мне опасность грозит одновременно от московских и одновременно от киевских. Одновременно. И несмотря на все это, я последовательно провожу одну и ту же позицию. Русские и украинцы, и белорусы, и вообще люди, но хотя бы эти наши ближние убивать друг друга не должны. Война – величайшая глупость, граничащая с преступлением. Она должна быть остановлена, прекрасно понимая, что война не будет остановлена, и все мои усилия уйдут в туне и дорого мне обойдутся. Я это все знал в марте 22 года, когда я сказал, что меня по итогу объявят предателем. И я прекрасно знал, когда в сентябре переходил к критике украинского руководства и последовательному переходу к публичной борьбе за мир, я прекрасно знал, во что мне обойдется. И сейчас знаю, во что мне обойдется. И А, тем не менее. Поэтому мы с вами, Саша, несчастные товарищи на маргинесе, которые вынуждены констатировать, что катастрофа будет страшной. И что? И мы, как птички в этой легенде грузинской про орла, который спросил маленькую синичку, почему ты лежишь на спине задровнушки. Она говорит, потому что небо падает на землю. Я говорю, ну что ты, дурочка, думаешь остановить? Нет, но я делаю, что я могу. Мы делаем, что можем, заранее зная, что это обречено на провал. Все наши разговоры, все наши эфиры, все эти замеры, кто кого сделал у Собчак, все эти замеры, кто кого сделает у Дудя, все эти замеры, сколько у нас в эфире тысяч человек и просмотров, это все. У меня миллиард просмотров недавно был. И я знаю, что даже этот миллиард обречен на поражение, к сожалению. И все равно это я с делаю. вами нет. Нету варианта. Есть Нету. варианты, я с вами не согласен в этом Варианты будут отношении. через полтора года. Ну. Нет, будут до конца года варианты, и это прям читается по позиции того же Трампа и по его... Просто Смотрите, если варианты будут до конца года, это значит, мы с вами не зря так я верю в то, что это все не зря. перемалывали воздух. Ну, значит, в этом мире есть какая-то остаточная справедливость. Конечно, есть, Алексей Николаевич, все есть. Ну, ну, Просто вот я думаю, видите, что смотрите. выход Да. будет до конца года. Ну, хотя бы, Ну, дай смотрите, бог. хотя бы выход на какую-то такую паузу, а Ну, дай ничего, бог. ничего не будет более постоянного, чем временное. И, собственно, вот таким вот Ну, макаром это все ну, произойдет. ну, дай бог, Саша, дай бог. Вы оптимист, я не оптимист. Я думаю, что средина 27-го. Ну, проверим. Давайте в режиме Блиц еще несколько вопросов ответим. Друзья, смотрите, всем большое спасибо. Я вижу и чат, и Алексей Николаевич, я смотрю чат, и у себя, и вопросы те, которые вы присылаете, и в сообществе YouTube пишете. Значит, давайте скопом ответим на два вопроса одновременно. Значит, один. Алексей, скажите мне, как гражданину России, что такое ватный барак, чем он плох для обычного обывателя, а также чем он может быть плох для потенциального обычного жителя Украины. Или это, ну, что, в общем, такой Смотрите, вопрос. ватный барак, Подождите, да, извините, да. присовокуплю сюда же, потому что похожий вопрос. Значит, для народа большее благо, что, как вам кажется, в составе России на правах автономии или с пророссийским режимом, или же руина? И присягу вы давали народу или режиму? Сегодня Чечня же живет хорошо, много же этих параллелей с Чечней. Да, и параллели Арестовича с Каскадеровым, да.
украинским, про якобы просится на украинского Кадырова. Смотрите, ватный барак – это наиболее радикальная и агрессивная часть сторонников партии войны в России. Вот у нас землянка УПА, а у вас ватный барак. Землянка УПА хочет погубить все живое ради нации, но ваши хотят погубить все живое ради государства, ради Великой России. Вот. Ну, вот это ватный барак. Что касается вопроса, где было бы Украине лучше, полностью разваленной или в составе России как автономии, это ложная дилемма. По крайней мере, давайте так, мне кажется, это дилемма ложной. Я не верю в способность Российской Федерации полностью завоевать Украину. Просадить ее в 17 столетие, верю. Так она сама себя просадила в 17 столетие. Смотрите, чего не понимают очень многие люди, я постараюсь объяснить. Когда Советский Союз был здесь, на территории, он был очень специфическим, хотя уже был довольно вегетарианским, поздний СССР был, но в цивилизации высшего порядка. Наука, космос, культура и так далее. Когда образовалась независимая Украина, вернее, Советский Союз эти территории, как и российские территории, удерживал насильственно в 20 веке, со всеми его достоинствами и недостатками. Когда ушло, и Россия, и Украина провалились в естественную среду, в 17 век. Вот система отношений, что в Российской Федерации, что в Украине, это система отношений 17 века. Система отношений 17 века не может поддерживать сложную науку и технику, во всяком случае в прежних объемах, которые были. Поэтому война ли или сами, но развалили бы в любом варианте. Но я думаю, что технические и политические в военном отношении для Российской Федерации нынешней огромной проблемой будет захват даже левобережья. Не то, что там всей Украины. Снести подвижной состав, разрушить инфраструктуру она может и сделает это, если война будет достаточно долго продолжаться. И мы не сможем эквивалентный ущерб наносить так, чтобы они математически остановились и задумались. Но совсем завоевать территории не получится. Поэтому эта дилемма довольно ложная. Правильная постановка вопроса для меня, что будет с той частью Украины, которая уцелеет? Но вы же понимаете, в чем ваша опасность для Банковой? Больше, чем кто-либо другой. Что говоря о триедином народе, говоря вот, ну, это ложится в перепрошивку, кардинально отличающуюся от того, что пытается сделать с украинцем телемарафон. Конечно. Львов Именно поэтому в этом-то и вся и русскоязычный, проблема. да, Смотрите, Львов многие... русскоязычный, летят русские ракеты. Вот квинтэссенция, выжимка Да, вот этого вот того да. всего идеологического. Это крупнейшая ошибка Банковой, то, что она не пресекла это в зародыше, не пресекает до сих пор, между прочим, с моей точки зрения, совершает должностное преступление, потому что это прямое нарушение Конституции, а они как гаранты не вмешиваются, не блокируют это. Так вот, но заметьте, на вот это заявление одного из братьев Капрановых, который в Москве проработал, ему сказали, Капрановы работали в Москве, а теперь на Украину летят ракеты, тоже параллели можно провести. Очень много встретила их, очень много людей одернуло публичных, так что не все еще потеряно в Украине. Я из чего и скажу. При том, что землянка УПА не победила окончательно. Да, люди запуганы, люди сидят тихо или играют верноподданничество, потому что сегодня они на пике, эти крикуны, многие из них вооруженные, и самое главное даже не это, а то, что центральный сигнал совпадает, его транслируют с Банковой такой. Но придет время, и будет возможность побороться, чтобы Украина была другой. И в Украине достаточно большое количество здравых людей, которых, первое, нельзя бросить, нельзя оставить, хотя бы в публичной поддержке. Во-вторых, а кем мы будем, если мы хлопнем дверью и откажемся бороться с землянкой УПА здесь, на нашей территории? Но я лично себя перестану уважать. Мы можем проиграть землянке УПА на каком-то этапе, но точно не Вам же прекратим, подождите, не есть же прекратимся бороться. есть всегда выбор. Становись частью Нет, я не стану частью землянки землянки УПА. УПА. И хотя я говорю, это мимикрировать под это было бы легче легкого. До сих пор бы на Банковой сидел бы и рассказывал, как у нас все хорошо. Фишка в том, что Украина еще не потеряна. И даже если она останется только правобережной, и даже без выхода к морю, есть за что побороться. В центральных областях найдется здравое количество. Да я вам скажу, честно говоря, понимаете, в чем парадокс? Количество львовян, там, людей из Луцка, из Ровно, из Ивано-Франковска, Тернополя, которые говорят, нас самих это все смертельно задолбало, оно уже зашкаливающее на самом деле. Поэтому есть кого отстаивать и есть за что бороться. Вот поэтому и боремся. Вот и все. А
Поэтому дилемма там стать федеральным округом, я не считаю, что Украине на данном историческом этапе нужно быть автономией в составе России. А, Российская политическая культура, ее система внешнеполитических связей и отношений и внутренняя политика, особенно по отношению к оппозиции, а я был бы в России в оппозиции, к мне, кому? ну, к действующей власти, например, в вопросе прав человека, меня не устраивает. Ну, ну, давайте так. Ну, не устраивает. Ну, фотографию камеры Навального видели все? Смотрите, Ну, вот так это они там разбираются со своими оппонентами политическими. Сегодня день, когда погибла Анна Политковская. Тоже такое напоминание, да? По-моему, насколько я помню. Сегодня, вчера, завтра. Ну, Саша, это ж... нет, ну, давайте так. Когда мы Это ж жили, матушка Москва. Ну. когда мы жили в ам, мирной Украине, да, которая евро проводила, которая там зажиточно жило, общество, да, мы могли вот это вот рассуждать, ой, Немцова убили, ой, там Кадыров, ой, там такие все страшные, вот это все, но простите, я не хочу вспоминать Политковскую, когда в моей стране убивают Киреева, члена переговорной группы, вашего коллегу. Ну, Я не был с ним знаком, но неважно. Вы скажете Бузина и так далее. Да, Бузина и Украина в так этом... далее, В да. Украине, Украина ничем не лучше по сравнению с этим. Но в Украине есть оппозиция, какая бы она ни была маргинальной, и есть политическая борьба до сих пор. В России уже нет, к сожалению, в В нынешней рамках России. землянки УПА есть политическая борьба. Почему в рамках землянки УПА? Мы с вами вполне себе боремся не в рамках землянки УПА. Пусть даже А, под санкциями, но боремся. это да. Значит, вопросов уйма просто. Саша, с чего спроси, пожалуйста, у Алексея, с чего он взял, что разговор Собчак должен был быть на равных? Почему он так решил? Спрашивает Алекс Бради. Что такое разговор на равных? Ну, вы... Равных в чем? Я говорю о политическом разговоре с Кремлем на равных, не со мной, мгм. а хотя бы украинского руководства. Потому что разговор с Собчак – это разговор двух частных лиц. Что такое разговор на равных? Как мы должны уравняться с Собчак, чтобы он был разговор на равных? Да, это важное уточнение. Это потому что речь идет о Кремле, об Речь идее... идет, когда политики разговаривают на равных. На Да, равных. да. К сожалению, Кремль не демонстрирует этой готовности. Ну Вот так в чем если она, проблема. Украина проигрывает войну, как она может требовать Ну, так разговора на равных? смотрите, разговор победителя, это, вернее, выигрывающего с проигрывающим, это все равно может быть разговором точнее, не на равных, это ложная дилемма. На будущее правильный разговор. Смотрите, правильный разговор не на равных, а на будущее. Когда говорить, кем мы будем друг другу в будущем, какая система отношений. Смотрите, вот мне шпиняют, что вот цветы российским солдатам. Мгм. А я же сказал, если они положат украинским, это же я предложил Да не исторически. слышат все. Ну Ну я, да, я, 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 правильно. я Так заметил я это. же, Вот это смотрите, вот не я же и слышат. показывал, как это То работает. есть В том-то и Арестович говорит, дело. я поеду на стрелку. И, кстати, очень Да, хорошо, это тоже пример из наших с вами эфиров. Параллель, как Саша Белый, я пришел один на твою поляну. да. Вот, то есть, а все написали там Петровы и все остальные, там, вот, все, Арестович едет на поклон к Путину. На поклон, да. Хотя я прямо сказал, что если Путин, когда Ксюша сказала, а что если он все-таки выберет Медведчука, я сказал, что мне придется еще раз переобуться и сменить свое мнение о тактических способностях Путина и умственных способностях. Вот. И это в том интервью, где я пошел на поклон, заметьте. Хороший поклон. Так вот, фишка в чем, что я же говорю, я предлагаю и исторический ритуал, фактически церемониал выхода, полон символических значений. Что если я положу российским солдатам, то они положат украинским. А потом она спросила меня, это не попало, а если не положат? Я сказал, ну я положу односторонне, мне хватит мужества положить односторонне, Мгм. по-христиански, после молебна, услышьте, после совместного панихиды по погибшим с обеих сторон. Я предлагал символический церемониал выхода из этой войны, как вариант. Вот и все. И вот это было бы на равных. Руководители одного государства, неважно сейчас фамилия, руководители другого государства, да еще не чужих друг другу государств, совместной истории, где родственников 10 миллионов человек, украинских граждан в России, говорят, да, наделали делов, но вот в церкви покаялись, панихиду сослужили, взаимно положили цветы. Взаимно. Все нормальные люди так делают.
Понимаете? Если хотят мира и будущей совместной жизни. Что из этого сделали? Арестович идет палачам украинского народа ложить этот сам. Они могут сказать, что а мы не будем ложить цветы палачам российского народа в Курской области или в Белгороде. Ну так куда это нас приведет? Ко второму раунду войны? Или мы найдем в себе силы, христианские силы, переступить через самих себя, Да, принести покаяние совместно и, так сказать, осуществить церемонию, позволяющую обеспечить совместное будущее без войны. да, я немножко просто призываю чуть-чуть ускорить нашу сессию вопросов и ответов, если это возможно. Хотя вопросы глубокие, я с вами согласен. То есть тут нет, это просто как пожелание, а там как получится. По поводу блэкаутов спрашивает, взаимные обстрелы. Петр спрашивает, к чему приведут. Вы комментировали уже в основной части. Но они будут гасить нас, мы будем гасить их, они будут Сможет гасить ли их. Россия совладать с этими, с такого рода блэкаутами? Такой вопрос. У них будут большие проблемы. Смотрите, технически мы можем погасить Москву и московский регион давно. Я это знаю 100%. Проблема только в том, что не разрешают американцы пока. Они, конечно, отстроятся, потому что даже они нам не положили за 4 года обстрелов, а их-то обстрелы всяко поинтенсивнее. Но неприятности определенные можем совершить. Но я опять же снова и снова возвращаюсь. Извините, что кроме технического ответа я добавлю. А зачем мы друг другу кладем блэкаут? В чем прикол? Это пиар-история. Ну вот. Это пиар-история. Это чтобы вот этих людей, которые, как вы выражаетесь, из землянки и барака, было больше. И они бежали Да. в этот... Да, друг друга в лоб стукались лбами, и кровь летела в разные стороны. Не, нормальные люди, Но что если бы они бежали в сами, бараки. Да. смотрите, если бы они развлекались где-то в Антарктиде, землянка упас их бараком, то на здоровье. Они же развлекаются на материале детей, которые сегодня ночью будут засыпать, а их мамы будут думать, убьет их шахет или нет. Или в Белгороде убьет украинский дрон или нет. Ну, давайте им выделим какое-то место в Антарктиде, пусть сражаются храбро друг с Так, другом. Алексей Николаевич, дальше. Значит, вопрос. Добрый день, Александр. Вопрос к Алексею. Среднее образование. Закончил дистанционно за границей. Сейчас мне 20 лет. И я хотел бы получить офицерское образование в таком возрасте. Куда-то возьмут или уже только через фронт идти? У меня, конечно, есть несанкционированный доступ к вашим семинарам, но без точной подготовки все равно как-то стремновато. Вы можете Благодарю. пойти в военное училище, а можете пойти в армию на контракт сразу с прицелом, заявив, что вы хотите стать офицером, идете к офицеру. Но со средним будет сложновато. Вот если выше, то да, в офицером сейчас стать очень быстро. Хотя сейчас из сержантов офицером тоже можно стать. Но в любом случае вам придется стать сержантом, а потом через какое-то время офицером. Мгм. Либо в военное училище туда принимают до 24, до 23 лет, по-моему, да. Сейчас, не знаю, по войне, может быть, еще и дольше принимают. В 26. Надо уточнить, я сейчас не помню. Так, следующий вопрос. Смотрите, я должен зачитать этот вопрос, потому что это не потому, что просто очень много таких сообщений. А, Значит, вот, да, в общем, вопросов нет. Передайте, пожалуйста, Алексею, что он сногсшибательно выглядел, прям эстетическое удовольствие и хорошо смотрелся на этом интервью. Таких просто сообщений очень много. На вашем канале так вообще. Поэтому я сразу забегаю наперед. Это не какой-то там мой выпад. Стоило одеть костюм. Смотрите, у меня было... Сейчас вы будете сильно смеяться, станет очередным мемом. Я вообще хотел прийти в полном костюме с галстуком. Ну, пошил себе костюм недавно, решил выгулить его. Но я забыл обувь и купил новую, а она была не расхоженная. И, внимание, я не захотел переобуваться. Ой, господи, понятно, откуда теперь... А так бы вы меня еще да, в костюме увидели с галстуком. Я Понятно, думаю, что... почему, откуда постановка это, да. Ну, все-таки, да, вот одел пиджак и белую рубашку, и уже такое количество. Да, Например. что-то такое Стаса Михайловское такое, из тех Да, лет, в этом есть. да, 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 да. из тех лет. Продолжаем. Значит, при каких сценариях возможен прямой вооруженный конфликт между США и Россией? Мы сегодня не касались геополитики, я буквально очень коротко, если можно. Там же, смотрите, Венесуэла под дамокловым мечом спецоперации. Плюс с Кубой соглашение. И есть злые языки, которые говорят, что россияне как бы Венесуэле тоже будут помогать, если что.
Поэтому вопрос очень острый и Смотрите, интересный. берем прямую аналогию. Вот смотрите, Турция очень активно действует сейчас в Сирии, поддерживает руководство нынешней Сирии. Израиль уже наносит удары, и это не очень большой секрет, и уничтожал турецкое оборудование и военную технику. Еще ни один турецкий солдат не был ранен, но Израиль по принципу сдерживания показывает туркам вот красная линия, которую нельзя перейти. Как это считать? Вот уже боевые действия между Турцией и Израилем? Ну, в каком-то смысле, да, но ни одного погибшего еще нет. Поэтому до того, как Россия и США начнут прямо друг друга убивать, еще 1000 там градаций, подпороговое действие, пороговое и так далее, и так далее. Поэтому, например, берем гипотетический сценарий. Российские ракеты в Венесуэле и на Кубе. США может нанести удар так, чтобы ни один волос не упал с головы российского солдата, но при этом оборудование было уничтожено. Ну, вот как это? Это уже как считать? Россия сбила дрон американский в 23 году, по-моему, над Черным морем. Это прямой акт военной агрессии. Мало кто знает, но когда по Шмеймим убили томагавками, якобы уничтожая сирийское оружие, погибло 4 российских военных, по американским данным, при первой каденции Трампа. Ну, вот как Вагнер перемололи, помните, там в Сирии тоже такая история. То есть Россия уже при нас с вами за последние 10 лет уже воевала с американцами. Уже гибли российские военнослужащие, возможно, гибли американские военнослужащие, это широкий вопрос. Ну, как бы, и что? У Мгм. всего этого есть свои пределы. Вот смотрите, еще недавно невероятным казалось дроны в Европе, правильно? Так это Пожалуйста. цирк. Цирк, но тем не менее, считалось же невероятным. Как цирк? Ну, Ну так, цирк. они создают предпосылки для летных происшествий, например, над аэропортом Копенгагена, где могут быть человеческие жертвы, правильно? Уже французский спецназ взял как танкеры Серого флота. Эта эскалация всегда незаметна. Я отпустил. Нет, ну, Алексей, Эскалация всегда почему? незаметна, Нет. Ну да. это как взял, так отпустил. Что вы считаете? Ну так что считать боевыми действиями? Когда началась полномасштабная война между США и Россией, я же почему говорю, что прежде чем начнется то, что считается войной, поехали американские танки на Ну понятно, российские танки. сетицентричность вы сейчас... Идет не да. сетицентричность, существует огромное количество градаций, на каждой можно остановиться. Предыдущий Карибский кризис, это же он остановился за несколько часов до американского удара по позициям советских ракет. Но там была подводная лодка, которую американские эсминцы загнали просто в ноль. Прямо бомбили глубинными бомбами. То есть там... А наши советы сбивали... Пауэрса сбили над этим самым, над Кубой. Ну вот, тем не менее, было, остановились. Я уже не говорю про Вьетнам, Афганистан и другие взаимные комплименты во время Холодной войны. Мгм. Корея. Прямо сбивали друг друга, сколько хотели, да. Тоже несколько вопросов, объединяю в один, потому что темы похожие. Марианна спрашивает, из интервью данного Алексеем Собчак мы узнали, что Гордеева поступила непорядочно, пообещав вырезать интервью кусок об убийстве и не выполнив обещание. Во всем ли порядочно повела себя сама Собчак? Ну и тут по поводу Гордеевой тоже много отзывов. Смотрите, Собчак я ни о чем не просил. Я попросил Гордееву, я давал ей тоже искреннее интервью. Вот, и тоже ставя себя в заведомо невыгодную позицию, пытаясь объяснить. Она задавала вопросы, я отвечал. Вопрос про там боевые действия на Донбассе. Понимаете, я не убил человека, я же в боевых действиях участвовал в это время. Это был уничтоженный противник. Но это не то, что нужно хвастаться, не то, что нужно выносить в интервью. Поэтому я сказал ей тогда, что, еще раз повторю, что я вам отвечу, если вы спрашиваете. Вы же спросили, я отвечаю. Но, пожалуйста, вырежите. У меня есть запись. Я не выкладываю никогда переписку с чужими людьми, но я ее специально сохранил для того, чтобы, если вдруг она начнет ответную кампанию, но она оказалась умнее, и говорит, что ничего такого не было, я бы, конечно, выложил уже, показал бы, где ее чистым кристальным голосом Екатерины Гордеевой сказано, да, конечно, я постараюсь вырезать, сделаю все и так далее, и так далее. Вот, ну да, но я Собчак ни о чем не просил, поэтому ее люди монтировали так, как хотели. Сказать, что они меня подставили монтажом, ну не было такого, не могу такого сказать. Поэтому мне жаль, я не в претензии к Ксении Анатольевне, мне жаль, что она так, с моей точки зрения, бездарно использовала эти 3 часа. Ну разве что у нее была личная целевая задача. А что бы это могла быть за задача? Что вы можете сказать по итогам Ну, я, же- интервью? я же не знаю, какая. Я не в том смысле, что ее подослали. Я в том смысле, что какую она сама себе ставила творческую задачу. Мгм. И представьте себе, мы поговорили бы как с вами. Ну, уже же ценность этого интервью была намного выше. Мы 2 популярных человека, там уже свыше 3 миллионов за сутки. Мы могли донести
куда более важные мысли до большого количества людей, куда более... Да, Пауэрсона сбили над Россией, ну, там сбили этого Андерсона, или как его там звали, этого майора над Кубой, неважно. Мы могли бы оказать с ней совместно куда большее воздействие, большее количество людей задуматься над реальной проблематикой конфликта, которая дорого обходится и российскому, и украинскому народу одновременно. На что были потрачены эти 3 часа? Ну, хорошо, будет 5 миллионов просмотров. На что они уйдут? Вы переобувались? Вы всерьез считаете, что когда мы стоим перед страшной войной, и вот перед страшной зимой и так далее, что надо тратить 5 миллионов просмотров на кто переобувался и на цитаты с 2015 года, вместо того, чтобы поговорить о том, ну хотя бы какие гипотетические варианты существуют выхода из ситуации? И почему надо бы выбрать эти варианты? Причем, смотрите, какая история. Я понимаю эту тактику, ну, как интервьюер, я понимаю эту тактику. Это стили, это поведение. Вы тоже как бы разбираетесь в медиа. Это невыгодно, смотрите, все Не-не, я не там... о том, я просто хочу сказать, это важно. Смотрите, всех очень сильно шокировал Дудь, когда он начал говорить про бусификацию, задавать вопросы, ну, как бы загонять, да, казалось бы, своих, ну, более или менее либеральных, такими вот вопросами, достаточно такими жесткими, в лоб, четкими и понятными. А, И это все увидели как классно и решили перенять. Причем это же манера специфическая, как вы пошутили в самом начале, и сейчас тоже говорите. А вы там сказали в 15-м году, вы сказали в 9-м, а вы комсомольцем были, а вы пионером. Ну, вот такие вещи. Мгм. То есть это манера такая. Почему-то все подумали, что это очень круто смотрится. Ну, я пост еще писал после интервью Пугачева. Я не знаю, читали вы или нет, что интервьюеры же решили, что им сказали, что должна быть драма, конфликт. И вот они все пытаются добиться конфликта, чтобы это было смотрибельно и так далее, и так далее. А секрет всех интервью, хороших интервью, это то, что они комплементарные. Когда человеку нравится, вот Пугачева нравится Гордеева, она честно дала возможность высказаться. А та же Пугачева у Собчак сидела злая, зажатая, не хотела говорить. Внимание! Дело не подсветить Арестовича было. Я предоставлен в медийном пространстве. Когда мне не хватает, я сам себя Кстати, а включаю. зачем это было? Да, это частый вопрос. Что именно? Ну, зачем интервью? Вот сейчас прошло время, зачем оно нужно было вам? Ради последних слов, которые я сказал там. Когда обращение было к украинскому, русскому, российскому народу. И то его не полностью показали, но не суть важно. Главное я сказал. Мне нужно было донести мысль, что мы убивать друг друга не должны, и войну надо останавливать. И мне нужно было назвать причины, по которым все это интервью работало на последние там, 15 секунд. Сколько там, полминуты. Давайте еще один вопрос. Я хочу, чтобы вы разложили вот эту тему, которая у вас, ну, скажем, пошло это все по кочкам. Все, Арестович вражина. Вы сегодня делали упор и отвечали на вопрос, вот смотрите, россияне не хотят мира и так далее. Об украинцах. Там много было этих моментов, и много там вам эфиры посвящали там целое тоже. Вот смотрите, Арестович такой-сякой, Мгм. нехороший. Украина это село. Многие обиделись по поводу сельской и городской культуры. И это прям, ну, проблема. Всех прям задело, вот именно ваша вот эта вот история. Так а в чем проблема? В правде? Городская украинская культура преимущественно русскоязычная. Я говорил, что кроме Львова, возможно, но еще парочка. Так Все Львов очень просто. польский. Смотрите, все очень просто. Покажите мне образцы современной украинской городской культуры. Только не отдельные артефакты, а, так сказать, массовую культуру городскую украинскую. Вот и все. Когда покажете, я покаюсь и возьму свои, я скажу, что я ошибся публично, возьму свои слова обратно. Не рассказывайте про мультфильм «Мавка». Мы в Советском Союзе таких мультфильмов выпускалось 50 в год, там, наверное. Да? Снимите 3 хороших детских фильма. Детских фильма. За 35 лет независимости можно было снять 3 хороших детских фильма. И все, нету. Покажите мне городские журналы на русском языке. Серьезные. Да, на украинском, например, как «Всесвет» был когда-то. Очень хороший журнал. Пропал. Нету.
У нас есть только окрики в такси, чему на державные официантов. Если вы это считаете городской культурой, я, простите, с вами не могу себе позволить согласиться. Тут многие писали, и сейчас в чате, и вот в закрытом И, клубе зрителей в и Телеграме у потом, меня. почему вы решили, что сельская это плохая? Сельская хороша для села. И сельской культурой тоже можно по-разному заниматься. Техас — это Если бы, сельская культура. да, если вот именно что. Весь американский фолк это что? Это сельская культура. А могут быть блестящие образцы. Так вы же сельской не занимаетесь так, как надо. Не занимаетесь вы так, как надо. Вот и все. В клубе зрителей у меня дискуссия. Ему мы время еще не уделяли. Значит, ну, во-первых, тут комментируют, что, ну да, хоть с чертом лысым, фактически Арестович, так сказать, сделал шаг в этом направлении. Ну и вот получилось, как получилось. А это Зеленского же была, помните, хоть с чертом лысым. Ну, Он же это обещал, да, смотрите. да. А я это делаю. Чувствуете разницу? Один обещал и не сделал, а второй ничего не обещал и делает. Есть небольшая разница А все-таки, тут да? вот интересный разворот. В общем, Светлана пишет. А оказало ли влияние ваше интервью Собчак на отставку Козака, резкую смену вашей риторики? Нет, я понятия не имел о том, что это самое. Если вы думаете, что мы были в тесной связи, да, и его отставляли из интервью Собчак, Да. ну, это, конечно, большой комплимент мне, но я не являюсь фигурой, способной привести к отставке Козака. К сожалению или к счастью. Значит, почему вы отказались дописать Собчак интервью по Зуму после интервью в Лондоне и смены обуви? Потому что мне не понравилось интервью. Я не хотел ничего уже доделывать. Хай бы монтировали и выпускали так, как оно есть. Смотрите, ну вот я вышел оттуда, я сидел с чувством ну, абсолютной бесполезности происходящего. Ну, даром, понимаете, да, все бесполезная штука. И, ну, просто, как бы, ну, если ты с дамой сидишь, дама задает вопросы, ну, я уже, честно, дослушивал и отвечал, если уже взялся, как бы, да. Но, имея в виду уже, пронесу в конце эту речь, ну, оно же бесполезно, это интервью, ну, вообще не в тему. Наша с вами сегодняшняя в миллион раз полезет. Да, вот. Поэтому на нас посмотрит миллион, и ее посмотрят, ну, там, хорошо, 5. Ну, так вот на что, я же говорю, на что потрачено будет 15 миллионов человека часов. 3 часа на 5 миллионов умножить. Ну, так бездарно потратить, это просто, это преступление с моей точки зрения. Вот. Поэтому, ну, я сидел с плохо скрываемым раздражением на это все. И уж когда мне говорят, давайте допишем, я же понимал, что никакой там дописи не будет, кроме вопроса, почему вы опять переобулись. То есть это продолжится та же линия, вы переобуваетесь. Слушайте, как бы я не... Вот если бы я ненавидел кого-то действительно сильно, но мне 3 часа показывали, как его спрашивают, почему вы негодяй, почему вы клоун, почему вы ни на что не можете рассчитывать и переобулись, но я бы подумал, что меня держат за идиота, вот как зрителя, даже ненавистника. Ну, потому что, это же, приглашаете взрослых людей к экрану, явно 18+, и показываете, как строятся и падают кубики, строятся и падают кубики. Ну, маленькие детки могут это смотреть на соответствующих каналах в Ютубе, но превращать интервью с потенциальным просмотром в несколько миллионов человек, ну, в такое, ну, это крупная неудача, мне кажется, с ее стороны. Если мерить лайками и количеством комментариев, это удача. Если мерить содержательно и то, чем это могло бы стать, это крупнейшая неудача. Поэтому мне набило все это оскомину, и я не хотел это сюда пить. Мгм. Собчак хороший или очень хороший журналист, спрашивает пользователь Кинг. Я вообще не считаю журналистом. С моей точки зрения, это не журналистика. Это блогерство активное какое-то там, да. Не журналистика. Журналистика– базовый жанр интервью. Журналистики это не было интервью. Поэтому, к сожалению. Да, друзья, смотрите, я вижу, что запросы колоссальные, много вопросов. Но, как говорится, тут никто никуда не уходит. Мы не прощаемся, не говорим вам прощай, говорим вам до свидания. Ну, давайте еще один ответим, да, и как бы, ну, так это вот Давайте, всегда потому с что походом, знаете, как это с брызгами отпустим как людей. это на коня, как говорится. Поэтому да, хорошо, давайте тогда я загляну непосредственно в ваш
Чат я оттуда заглядывал периодически, но вот давайте вот здесь. А, Вот, Александр задавал вопрос, сейчас пишет Джеймс, похожий вопрос. Это тоже, кстати, хорошая традиция, люди поддерживают вопросы друг друга. Значит, Александр, спросите, пожалуйста, по мнению Арестовича, что является большим злом? Путин или левые российские либералы? Левый глобалист. Вопрос, Алексей, почему Украина не присваивает себе наследие Киевской Руси, а если это и делает, то очень неумело? До мозгов у меня нет, у руководства Украины, вот и все. М, Они а, вообще не понимают, о чем идет эта война, за что она идет и что можно было бы делать. Не а умеют воевать. Почему вы не понимаете, Константин пишет, что России нужно только мирное, дружелюбное соседство, а не территории, а территория это всего лишь инструмент давления на А украинскую я что власть? предлагал в интервью Собчак? Вы вообще его смотрели? Почему я не понимаю? Что я последовательно предлагаю? Мирное, доброе соседство. Более того, создание механизма, чтобы никогда мирное, доброе соседство снова не обернулось войной. На всех этажах, заметьте, от символического до практических механизмов арбитража. Полный комплекс предлагаю. Станислав Ха, у меня вопрос не про Собчак, спасибо вам большое. Сегодня все в основном. Станислав, а что имел в виду Путин, когда говорил, запретами проблемы не решить? Человек, который запретил своим гражданам многое, если не практически все. Ну, понимаете, в этом тоже двойные стандарты. Когда говорится, что у нас-то святая борьба за Святую Русь, а вы там, это и нам, когда мы запрещаем, мы правильно запрещаем, а когда вы запрещаете вот элементарные базовые права человека. Ну, вот это вот тоже. И есть еще один хитрый прием, когда лучшие образцы своего сравниваются с самыми плохими образцами чужого. Это риторические приемы, которым цивилизованный мир перестал пользоваться в XI веке еще. В 21 они почему-то всплыли. Видимо, признак прогресса. Алексей, добрый вечер, спасибо за правду. Какой ваш прогноз по обстановке в Сумах, Сумской области на зиму 25-26? Вроде затихло, но есть нюансы. Интересно ваше мнение. Привет от сумских таксистов. Мне кажется, что Российская Федерация поставила себе целью создание непригодной для жизни зоны на глубину 50 километров от границы с Российской Федерацией. Вот, кстати, вам еще один аргумент, как работает пропаганда. Давно хотел сказать, а тут такой случай. Когда мне говорят, что отдать 4 области, вывести войска, то Россия приблизится к сердцу Украины и будет прямо вот так, получит плацдарм для наступления. Вы забываете, что вся северная граница 2000 километров с Российской Федерацией. Хорошо, северная там чуть поменьше. Это все Российская Федерация как стояла, так и стоит на своем месте и имеет идеальный плацдарм для наступления. И более того, не поверите, всего в 100 километрах от Киева, даже меньше. Ну и как, вас это не сильно пугает? А почему же вас так пугают 4 области, если уже речь пошла о 4 областях, хотя она уже не идет, подчеркиваю? Ну, давайте точку ставим таким вопросом, легким. Все-таки, знаете, надо с легкой головой. Я понимаю, что сегодня ажиотаж по поводу этого. Мы обязательно, друзья, вернемся и в формате военного дневника. И я думаю, что через неделю будет более ясная картина. Там Ямполь, вот это все тоже. Я подготовил. Ну, понятно, томагавки и все прочее, Ну, вся томагавки вся- я очень скептически, но вот именно Ямполь, вот эта вся история с Да. фронтом. Мы Ну, все обсудим в следующий раз в фронт, формате. вы имеете в виду, фронт обсудим, да? За Да-да-да. это время много чего поменяется, нам будет о чем поговорить. Да, смотрите, давайте вот легко. Спасибо, кстати, пользователю. Шелест. Спитай, якої марки в Арестовича були Собчак джинси і кросівки. Зені у меня были туфли, а джинсы, по-моему, босс. Якщо вас цікавить. Ваша ласка. Алексей Арестович был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время, мысли и в конце чуть-чуть модного приговора. Берегите Спасибо. себя, дорогие